Друзья, привет! И сегодня у нас специальный ролик, это обзор конференции Blockchain Live, но не совсем обзор, а довольно интересный формат. Пару недель назад завершилась конференция Blockchain Live в Дубае, на которой я присутствовал не просто в качестве участника, а в качестве инфлюенсера и медиа-партнера, и это был для меня первый опыт. Сейчас я вам расскажу про конфу, что там было, и дальше будет спешл часть нашего ролика. Всего на конференции участвовало 12 тысяч человек из более чем 120 стран, и было 2 насыщенных дня. На первом дне я ходил по стендам, смотрел, что за проекты выставлены. Также общался с знакомыми и совершенно незнакомыми людьми из сферы крипты. А на второй день мы построили подкастную в медиазоне конференции и приглашали интересных ребят из сферы крипты записать с нами быстрые подкасты. Поэтому скоро вы уже увидите эти подкасты в этом ролике. Чем запомнилась конфа? Во-первых, очень качественные люди. Не было всяких инфо-цыган, скамеров и прочего. Организаторы молодцы, очень хорошо фильтруют аудиторию как экспонентов на выставке, так и спикеров. И были очень крутые спикеры из разных стран, такие как CEO Tether, то есть USDT, которым все вы пользуетесь. Были генеральные директора, там, фаундеры всех известных бирж, которые есть в мире. И, наверное, все знаковые люди из всех знаковых блокчейнов. Можно было послушать очень интересные доклады и панельные дискуссии. К сожалению, я успел послушать немного, так как очень много общался. И это еще одна фишка этой конференции, что приезжает очень много образованных, твердых людей в сфере блокчейна, крипты, и с ними можно обсудить действительно интересные темы. Чем отличается Blockchain Live от стандартных, например, конференций по арбитражу трафика? Это открытые люди, неважно, какой у них капитал в крипте, практически все готовы общаться, рассказывать в том числе про какие-то инвест-возможности. Пообщавшись с крутыми криптонами, какие основные нарративы я выделил, то есть какие сейчас темы гуляют в крипте, куда люди советуют инвестировать деньги. Для себя я услышал первое, это такие олдовые криптоны, которые держат биткоин и эфир, они советуют покупать по DCA, то есть каждую неделю покупать биткоин и эфир на определенную сумму, то есть такие твердые староверы. Но, наверное, вы это и так знаете и делаете, да? Было очень много тапалок, различных телеграммовских приложений, и ощущение такое, что все продают друг другу одних и тех же ботов. То есть каких-то прям отличающихся проектов я нашел буквально парочку. Кстати, об этом я делал пост в своем телеграм-канале, какие проекты я нашел на Blockchain Live. Перейдите, посмотрите на этот пост, и там я дал ссылки, чтобы вы могли их посмотреть и подтестить. Есть действительно интересные, нестандартные проекты, как в Телеграме, так и вне Телеграма. Отдельно выделяется ниша мемкоинов. И тут 2 лагеря. Одни говорят, что это полная скамина, какие-то картинки, которые ничем не подкреплены. Вторые говорят наоборот, что сейчас технологическая составляющая блокчейна, токена вообще не важна. Важно комьюнити и вера в какой-то мем, либо проект. В общем, в нарратив этого мемкоина. Там, не знаю, мемкоин про Трампа, мемкоин про Пепе, эту лягушку. Вот. Но торгуют мемкоинами, разговаривают про них уже очень-очень много людей. То есть это сейчас целый нарратив. Кстати, напишите, а вы как относитесь к мемкоинам? Вы, может быть, ими торгуете, может, в них инвестируете, либо тоже считаете, что это скамина лютая. Еще одна тема, которая очень масштабно освещается на конференции, это арбитраж. Но это не арбитраж трафика, это не P2P арбитраж крипты, где вам надо искать каких-то дропов с картами Сбербанка. Это межбиржевой арбитраж, когда на одной бирже там монета стоит $1, на другой бирже монета стоит $1, там 5 центов, вот у вас есть разница 5%, и ребята там гоняют деньги между биржами. То есть это сейчас какая-то новая ниша в крипте, новая большая взлетающая индустрия. Как я понимаю, пока там есть довольно-таки неплохие возможности. Вот такие вот 4 нарратива я подметил для себя на Blockchain Live. И буду за ними следить. Что еще полезного я вынес с Blockchain Live? Пообщался с топовыми криптонами, супер медийными блогерами, супер закрытыми технарями, которые там работают с какими-то DeFi стратегиями на эфире там и прочим. И действительно на таких конференциях можно найти возможности для инвестирования, которые недоступны обычной публике. Я лично для себя нашел пару проектов. Буду тестировать. Если все это будет успешно, обязательно поделюсь с вами в своем телеграм-канале. Поэтому переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на канал и расскажу, как у меня получилось поработать с этими проектами. Вообще, крипта, скажем так, новый дивный мир, который перед новым булраном играет новыми красками. Все довольно-таки воодушевлены. И, конечно же, я нашел много гостей для моего второго канала, который посвящен криптовалютам и арбитражу трафика. Ссылочка на этот канал появится здесь. У нас на канале уже выходит видео с крутыми криптонами и арбитражниками, поэтому переходите, подписывайтесь и следите. Видосы с новыми гостями про крипту будут выходить там. Кстати, следующая конференция от Blockchain Live, это будет блокчейн форум, он будет проходить в апреле
в Москве. Это будет такое же масштабное событие, на которое ребята-организаторы обещают привезти криптонов со всего света. Да, в апреле в Москву. Я верю, что у них все получится. Кому я советую идти на конференцию в апреле? Тем, кто уже круто шарит в крипте и хочет найти новые инвестиционные возможности. Далее. Те, кто только разбирается в крипте и хотят услышать базу, потому что очень много базовых докладов, которые помогают вообще войти в этот мир и разобраться. Ну и, наверное, тем, кто хочет пообщаться с любыми блогерами, инфлюенсерами из мира криптовалюты. Тем, кто ищет новые инвестиционные возможности в новых финансовых инструментах, безусловно, такие возможности будут на блокчейн-форуме в апреле. Как я говорил, я нашел для себя пару проектов, в которые я с очень большой вероятностью буду инвестировать. Ну, естественно, если вы хотите пообщаться со мной, то увидимся с вами на блокчейн-форуме в апреле. Я буду там все дни и, скорее всего, опять как медиапартнер. Ну а если вам есть что рассказать про крипту, внизу по ссылочке в описании вы можете подать свою кандидатуру как гость на новый подкаст. Не буду затягивать, потому что мы сняли для вас 4 интереснейших гостей, экспертов в своей нише внутри крипты. Давайте переходить к этим замечательным подкастам, и вы воочию еще сможете увидеть атмосферу Blockchain Live. Погнали смотреть подкасты. Друзья, всем привет! Сегодня мы на конференции Blockchain Live в Дубае. И сегодня мы будем снимать небольшие подкасты, интервью с топовыми криптонами, инфлюенсерами и иногда даже спикерами. Погнали! Друзья, в медиазоне нам выделили отдельную зону под подкасты, и поэтому сегодня мы будем приводить туда гостей и там снимать на хорошие микрофоны. Первый наш гость будет трейдер, который с 2015 года торгует на Форексе и с 2019 на крипте. И до сих пор не обанкротился. Значит, это тот человек, который входит в 2% трейдеров, которые обгоняют рынок. Друзья, у нас сегодня на Blockchain Live в гостях Илья. Он трейдер, он торгует на споте, на фьючах и на дексах. Вот. Сегодня поговорим про трейдинг, потому что, например, я считаю, что трейдинг — это супер рисковая вещь, и там выиграть невозможно. Но Илья в трейдинге с 2019 года в криптовом. В крипте с 19-го, в общем, около 8 лет. Уже. Да, и, как видите, отлично выглядит, не обанкротился, не продал машину, квартиру, кредитов не взял. Не посидел полностью еще, в принципе. Не посидел в тюрьме тоже, вот, за инсайдерский трейдинг. Поэтому сегодня поговорим о том, как можно начать торговать и не обанкротиться. Как обходить этот рынок. Сколько реально трейдеров обыгрывают рынок? Ну, на мое мнение, наверное, 5% плюс-минус остаются при своих, 2% работают в плюс. Это я говорю именно о таких трейдерах, ритейл-трейдерах, которые где-то сами пытаются торговать, где-то что-то подглядывают. Не говорю о ребятах, которые прям рядом с биржами, там, маркетмейкеры и тому подобное. Вот. То есть обычные ребята? Обычные ребята, кто сам сидит с монитором, возможно, есть какая-то группа, какой-то канал, они общаются, ведут какие-то диалоги по трейдингу. Вот примерно такие цифры. Как этим 2% удается это делать? За счет чего? Почему остальные 98% проигрывают? Слушай, наверное, потому что 98%, во-первых, приходят туда в надежде быстро разбогатеть, что на самом деле вообще никак не работает. Ты можешь удачно отторговаться одну сделку, 2 сделки, но в целом потом ты попадешь на все свои деньги. Почему? Потому что многие не используют стоп, ограничения своих потерь. У многих вообще нет представления, как работает рынок. Они просто приходят, относясь к этому как к рулетке. Казино, так. да? То есть для Казино, многих, да. Вот, тем более мы говорим про вот спот-торговлю для тех, кто у нас только начинает заниматься криптой. Спот, ты купил монетку, биткоин стоит 60 тысяч, ты купил 60 тысяч долларов занес, купил, все, он у тебя лежит. А фьючерсы и вот такие сложные инструменты, это когда ты там берешь заемные деньги, либо делаешь какую-то ставку, что монета вырастет, упадет, мы про это поговорим, и там есть риски потерять депозит. И вот совершенно верно. Правда, что у многих людей это превращается в лутку, то есть люди как в казино приходят. Да, конечно, несут туда все свои средства. Почему? Ну, я думаю, много примеров у нас сторонних, это беттинговые там всякие компании и тому подобное, онлайн-казино. В принципе, многие к этому так и относятся. Это первый момент. Я все-таки убежден, второй момент, что трейдинг не должен быть основным видом твоего дохода. Это не значит, что ты не можешь зарабатывать с трейдинга больше, чем с основного дохода, но когда у тебя есть дополнительный вид деятельности, который приносит тебе средства постоянно, то есть, чтобы ты мог закрыть свои основные потребности. К примеру, я занимаюсь также еще недвижимостью. А трейдинг — это мое увлечение, которое уже 8 лет приносит мне деньги. И если разобрать, что я имею с основного вида деятельности недвижимости, взять трейдинг намного больше приносит мне. Ну, это такой сайд-хассл, типа такой, да? То есть сторонний источник дохода, да. И у тебя, наверное, там деньги отдельно крутятся. Все, что с трейдинга в трейдинге, то, что с недвижки ты не трогаешь. Однозначно. У вас должны быть определенные средства,
который вы должны понимать, что вы можете потерять. У меня есть такое убеждение, что каждый трейдер может потерять деньги, потому что это высокорисковый вид деятельности, это нужно понимать. А приходить туда, скажем так, взяв кредит, заложив квартиру и думать, что ты сейчас в момент станешь богатым, ну, это 98%, которые оставляют деньги. Да, пожалуйста, ребята, идите, нам нужны ваши деньги. Потому что биржа зарабатывает на комиссии, правильно? Биржа зарабатывает на комиссии, но мы как трейдеры постоянно торгуем с кем-то. У нас есть контрагенты. То есть кто-то торгует в sell, кто-то торгует в buy. Ну, скажем так, short. Покупает, long. продает, да? Да. Если я оказываюсь правым, я зарабатываю деньги человека, который встает со мной в контрсделку. Правильно, что трейдинг, там, игра с нулевой суммой, чтобы выиграть, кто-то должен проиграть? Да. Да? Да. Ну, в любом случае, ликвидность от кого-то перетекает тебе. Да. Кто-то ее теряет, И если ты выиграешь. кто-то ее теряет, однозначно. И с этого всего биржа отщипывает по чуть-чуть у каждого. У того, кто потерял, и у того, кто выиграл. Потому что комиссии платим мы, как два контрагента, мы оба платим комиссии биржи. Ей все равно, кто выиграет, кто проигрывает, Биржа она без всегда в разницы. плюсе. Биржа всегда Как в казино. плюсе. Аналогично, да. Окей. Давай так. Чтобы начать заниматься трейдингом, и при этом это было успешно, с чего начать, какие знания получать? Слушай, ну знания, я думаю, для каждого будут разные. Имеется в виду начальный этап. В первую очередь нужно понять, как устроена вообще сама торговля. Вот даже многие люди не понимают, о чем мы сейчас с тобой говорили, что если кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Многие люди не понимают, откуда вообще берутся деньги, в принципе, в торговле. Начать с этого, изучить, как размещаются заявки, откуда вообще берется, работает. откуда вообще берется ликвидность и деньги на рынке. Это первое. Второе, я думаю, уже попытаться что-то, многие торгуют паттерны, многие еще что-то. Ну, торговых систем на самом деле очень много, тысячи и тысячи. Подобрать что-то более комфортное для себя, но опять же, это не значит, что это будет работать у тебя, так как это работало у кого-то. Самая важная вещь, нужно подстроить себя психологически под твою торговую систему. И очень важно тоже рассчитать свой риск-менеджмент, потому что если у тебя нет понимания, сколько ты готов потерять, сколько ты можешь заработать, это тоже не будет работать. А расскажи подробнее, вот я слышу, психология трейдинга, это очень важно. Такие базовые поинты, вот, психологические. Базовые психологические поинты: всегда держать голову в холодном состоянии, имеется в виду взвешивать все, даже если... Я сам через это проходил, скажу честно, когда ты теряешь какие-то деньги, ты начинаешь поддаваться страху и стараешься быстрее это отбить. Это, наверное, аналогично, как и в казино, когда люди теряют деньги, они стараются потом принести туда еще деньги, чтобы забрать свое. Если уж так сложилось, что ты потерял, остановись, потому что я уверен в том, что тот, кто теряет один раз и идет, пытаясь отбить это, потеряет еще больше. Остановись, отойди от монитора, отойди от трейдинга на какое-то время, взвесь все, попробуй еще раз. Но пробовать, чтобы стать успешным, нужно пробовать и пробовать. Чтобы фома тебя не задавила, и ты весь депозит как бы не слил. Хорошо. А ты говоришь, вот стратегия, да, у тебя есть, твоя личная, да? У каждого трейдера должна быть своя личная стратегия. Ты можешь рассказать про свою, если мы можем об этом говорить? Вкратце, да, конечно, могу рассказать, мы можем об этом поговорить. Я использую только уровни Fibonacci, но со своими доработками, нестандартные, такие как расположены на всех торговых площадках, там, включая Binance, тех площадках, где мы можем посмотреть график. Я уровни Fibonacci подстроил под себя, опять же, это исходя из какого-то опыта, сложенного годами. Почему именно использую уровни Fibonacci? Потому что я пробовал различные системы, отталкивающиеся от различных индикаторов, от новостного фона. Но на самом деле, во-первых, индикаторы, как ни крути, показывают прошлое. Почему? Потому что все индикаторы строятся постфактум образования цены. Это первый момент. Второй момент — новости. Зачастую, это даже еще мной было открыто, не открыто, скажем так, я это понял на Форексе, когда новости выходят в каком-то определенном контексте, и эти новости должны двинуть рынок в одну сторону, рынок движется совершенно противоположно, никто этого не понимает, почему так происходит. Просто после этого события потом как-то это объясняется. Я думаю, что это все подгоняется так, для того, чтобы просто люди шли туда в трейдинг. Да. То есть система с линиями Fibonacci у тебя работает? У меня работает. Почему? Почему она работает у меня? Потому что я настраиваю сетап свой Fibonacci, устанавливаю его на определенный, назовем это паттерн на графике,
и больше я его не трогаю. У меня есть определенные уровни Fibonacci разбитые, где у меня цена входа, где у меня есть стоп-лосс и где я ожидаю получить take-profit с рентабельностью. То есть твоя система тебе подсказывает, где лучше выставить стоп-лосс, а где take-profit. Объясню, стоп-лосс — это когда, допустим, ты $1000 зашел в позицию, и ты говоришь, например, я готов потерять только там $100 Да. из этого, да? Ты говоришь, стоп-лосс там на 900. Да, ставишь, ты ограничиваешь свои потери. Отсюда, исходя из этого, ты должен на будущее рассчитывать весь риск-менеджмент. То есть, если у тебя есть несколько сделок убыточных подряд, то последующие сделки ты должен просчитать так, чтобы они тебе перекрыли твой убыток и немножко еще ты остался в прибыли. Это take profit как Это раз, да. take То есть profit. take profit, когда мы говорим, Да. что у нас потенциально, как бы, мы можем забрать эти деньги, у нас в плюс позиция идет, да, вот. Но, как бы, если ты слишком пожадничаешь, то тогда она, скорее всего, уже будет другой какой-нибудь, что-то случится, пойдет вниз, и в ноле ты проиграешь. То есть Да. тоже take profit должен быть какой-то адекватный. То есть твоя позиция, вот эти линии Fibonacci, они тебе помогают понять, сколько здесь можно рискнуть, когда закрывать сделку в случае типа минусов, и сколько можно забирать профита, чтобы не пожадничать и не просрать то, что есть. Правильно? Абсолютно так. Вот. Есть еще момент, это трейдеры, кто торгует, они поймут, и без убыток. То есть, когда ты зашел в позицию, твоя позиция дает небольшой плюс, ты переносишь свой стоп-лосс без убыток. То есть, уже по факту ты закроешься, даже если цена пойдет не в твою сторону, просто либо в ноль, либо небольшой прибылью. Мгм. Ты можешь это выставить и уже за позицию не переживать. Но я этим не пользуюсь. Из моего опыта все позиции, которые я выставлял без убыток, по факту закрывались чаще всего по безубытку, не доходя до моего предыдущего стоп-лосса. И я считаю, так я примерно просчитал, что на безубытках я недозаработал больше, наверное, чем я потерял за всю историю своего трейдинга. Поэтому я этим не пользуюсь. Не пользуешься, да? Окей, мы поговорили с тобой, что чтобы новичку начать трейдить и не просрать свой капитал, нужно понять, как работают биржи, как работает торговля, дальше Да. изучить психологию, выбрать какую-то систему, например, вот там у тебя линия Fibonacci, она для тебя работает, да. Что еще важно знать, чтобы не обжечься? Да, в целом, я думаю, этого будет достаточно, но, опять же, это на словах все так просто. Все это строится из опыта, из какой-то насмотренности на график. Почему говорю про график? Потому что я пользуюсь только техническим анализом. Я не отталкиваюсь ни от каких новостей. Я глубоко убежден, что это все невозможно предугадать. Ни один человек на Земле не скажет вам, куда пойдет рынок в какой-то определенный период времени. Поэтому нужно иметь определенный математический расчет, который на долгой дистанции позволит тебе оставаться в плюсе. Угу. Окей, про теханализ. Мы там в лаунже с тобой общались. И у меня есть такое мнение, что это все фигня. Почему? Вот здесь есть там чувак, у него $700 миллионов капитал. Мы катались тут на тачках, на ралли у хедлайнеров. Ему понравилось 5 Lamborghini Urus'ов разных цветов. Он хочет их купить. И яхту вчера он плавал за 100 миллионов. Хочет купить. Он утром сегодня просыпается и свой биткоин ставит продавать просто по рынку. Сколько там у него есть. А люди там смотрят график, какие-то там индикаторы, график пойдет вверх. Не, просто чувак хочет на 150 лямов баксов как бы купить на как бы USDT, чтобы купить себе здесь 4 машины и яхту. Ведь все же эти индикаторы, они просто все сломаются. И позиции там резко как бы цена упадет. Либо не сломается. Смотри, поэтому я использую только Fibonacci и только ограниченный стоп. Если, как ты объясняешь, кто-то там в рынок вкинет большую ликвидность и обвалит этот рынок, ну как на меня это повлияет? Исходя из моей системы, мне не важно, куда пойдет рынок, либо вверх, либо вниз. Почему? Объясню. Потому что у меня, опять же, есть ограниченный стоп, и есть понимание, как этот стоп перекрыть за счет последующих сделок. Я тебе объяснял тоже, вот мы тогда общались. Это у меня лично это достигается увеличением рентабельности по сделке последующей. То есть, если, к примеру, так, опять же, примерно объясню. Первую позицию я захожу с рентабельностью 1 к 1,5, 1 к 2 и получаю стоп. Получаю убыток по этой позиции. Следующую позицию я могу зайти аналогичным размером, то есть также на 2%, но увеличить свою рентабельность, к примеру, 1 к 3, 1 к 4. И тем самым перекрыть. То есть, если абстрактно представим, что такая ситуация происходит, тот человек, который хочет купить 5 Lamborghini, вкидывает в рынок большую ликвидность. У тебя просто стоп-лосс У сработает. меня срабатывает стоп-лосс, я жду следующий день, следующую неделю для последующего входа в сделку. Правильно, вот я понимаю, что если ты, допустим, ты говоришь, допустим, я готов потерять $1000, ставлю стоп-лосс. Ну и сделка минусовая. Ты потерял $1000. Но в этой сделке у тебя потенциальный профит был 2. Да. В следующей сделке ты говоришь, я опять готов потерять $1000, но я буду ждать до 3000 или до 4, Все верно. пока я не закрою сделку, чтобы отбить предыдущий убыток. То есть рентабельность — это то, насколько ты долго готов ждать и забирать профит. Да, верно. И
Это у меня это достигается уровнями Фибоначчи, которые помогают мне определить, до какой цели я буду ждать, где я могу ограничить свои убытки. Вот. Слушай, а кого же тогда ликвидирует? Вот я там читал в каких-то каналах про крипту. Большие ликвидации, миллиарды долларов. У людей нет стоп-лоссов или что? Почему так? Да, ты А прав. почему нету? Ну, Они я не идиоты? знаю, от чего отталкиваются те люди, которые сейчас, на данный момент, на крипте торгуют без стопов, но я считаю, что это самая великая глупость. И, наверное, 98%, которые теряют деньги, так и делают. Если у вас есть ограниченная потеря по позиции, вас это никак не коснется, это надо понимать. Но когда вы заходите, грубо говоря, у вас на аккаунте 10 тысяч долларов, и вы вкидываете в рынок весь свой объем В одну сделку. в одну сделку, еще и пользуетесь немалым кредитным плечом, надо понимать, что малейшее движение рынка в другую сторону вашего ожидания, у вас произойдет ликвидация. То есть вот таких чуваков и сбривает парень, который покупает Lamborghini просто потому что... Конечно, конечно. Ты представь, сколько таких чуваков, кто хочет вот так вот моментально заработать деньги, как в казино, приходит туда и просто Мгм. закидывает очень большой объем. С каждого по 1000, по 2000, с каждого такого трейдера. Ну, вот, да. вот они и происходят ликвидации на 2 миллиарда там и какие-то такие суммы. То есть если вы выставляешь стоп-лосс, такой ситуации у тебя не случится. Однозначно, однозначно. А где читать информацию про трейдинг? Вот мы обсудили, что нужно там изучить. Какой-нибудь есть трастовый источник? Потому что полно инфо-цыган и прочей нечисти, которые пытаются загнать людей в какие-то мутные штуки. Да, ты прав, это на самом деле сейчас очень большая проблема, потому что зачастую люди просто показывают, возможно, даже не свои сделки, либо какую-то одну удачную сделку и представляют, что они гуру. Это все вода. Да. А Это кто всё нормальный? вода. Кого смотреть на ютубе, кого читать? Я тебе так скажу, нету такого человека, который тебе скажет, делай так, будешь зарабатывать. Все складывается в совокупности. От кого-то ты берешь одно, от кого-то другое. Понятное дело. Да, и примеряешь это на себя. Из сложившихся вот этих всех аспектов ты уже понимаешь, как тебе себя вести. Есть, конечно, хорошие книги таких людей, как там Александр Элдер, там кто-то давно Да, уже посоветуй еще. конкретно. Да, они еще на фондовой бирже, когда это все. В целом, там правильная тематика, все то же самое и сейчас происходит. Единственное, сейчас это все в ускоренном режиме. Почему? Потому что крипта дает возможность быстро все это Много делать. волатильности. Много волатильности, у тебя есть очень быстрый доступ. Допустим, если опять же торговать на той же фондовой бирже, тебе нужно быть аккредитованным инвестором, Да, там, да, все вот эти квалифицированным, моменты, да. квалифицированным трейдером, получить какие-то лицензии. На крипте же по-другому. Зарегался, лицо сфоткал, ID сфоткал. Погнали, И, да. погнали, карту привязал. Все, поехали. Да. вот. А в целом успешный трейдинг складывается только из опыта. Если ребята какие-то, кто этим начинает заниматься, надеются, что мы сейчас кого-то присмотрим или с кем-то встретимся, и он мне скажет, как делать, и я буду зарабатывать, это не работает. Ну а кого вот базу, у кого посмотреть? Кого ты смотришь на ютубе и пару книг посоветуй, вот нас новички смотрят точно. Я торговле начинал обучаться с Форекса. И, в принципе, все базовые моменты, которые я сейчас применяю, заложены с Форекса. Мой земляк, я вообще сам из Казахстана, Караганда, привет. Мой земляк с Алматы, Марат Газизов, до сих пор занимается Форексом. Очень четкий анализ волны Элиота, очень четкая торговля. И также есть по Фибоначчи один человек, сейчас он не публичный, это Тулеген Уразалиев. У него есть очень-очень хорошая стратегия, называется Last Kiss. Там достаточно просто все, достаточно четко есть объяснение, как пользоваться уровнями Фибоначчи, как правильно их растягивать и что от них ожидать. Окей, спасибо. А по книгам какие-то фундаментальные? Слушай, по книгам, я читал, но это больше про инвестирование. Питер Линч мне очень зашла, вот название. Разумный инвестор, нет? Нет, это другого, Бенджамин да. Грэхэм, разумный Грэхэм, инвестор, да. да. Забыл. В общем, мы честно. выведем на экран, найдем, ты мне скинешь. Да, я забыл просто. А забыл. YouTube, кого-нибудь смотришь на YouTube? YouTube по трейдингу, именно по трейдингу нет, не смотрю, просто смотрю ребят, кто в крипте, кто применяет какие-то системы более-менее рисковые в плане размещения своих средств. Это такие как DeFi, всякие пулы ликвидности и вот что-то такое. Ты Именно... тоже пробуешь, как я знаю, да? Да, я размещаю средства в DeFi протоколы, также пользуюсь лендинговыми площадками. Такие Это топовые, вот ты работаешь. топовые, смотри, топовые площадки по лендингу это Aave Ава. и Uniswap. Там я размещаю ликвидность. А Просто ты размещаешь стейблкоины, либо свои монеты, эфир там? Я размещаю пулы. Самый основной мой пул, самый мой любимый, это эфир USDT.
Очень хорошая доходность, очень просто в использовании. Но опять же, нужно знать, как это все работает. Пока ваша позиция находится в каких-то уровнях, в общем диапазоне цены, ваша позиция будет приносить вам проценты. Это складывается от того, что трейдеры приходят торговать на биржу DEX, платят какую-то определенную комиссию, и DEX вам платит за размещение вашей ликвидности. Им же нужно обменивать там эфир на криптодоллар. Да, USDT, вы просто добавляете в равном количестве эфир USDT позицию в пул и просто наслаждайтесь прибылью. Там же есть еще история, impermanent loss есть такая штука. Правильно? Слушай, ну permanent losses это на самом деле пугалка для тех, кто это не понимает, как это работает. Суть в чем? Суть в том, что если ваша позиция, то есть эфир начнет дорожать, все ваши средства перетекут в USDT. Да. И тем самым, если цена продолжит расти, просто ваша позиция закроется, и вы не сможете получить следующий рост. Получишь хороший дорогой эфир и свои стейблкоины криптодоллара. Ничего плохого не случится, в принципе. Нет, да? ты не получишь свой эфир, ты получишь только USDT, который твой эфир перетекет весь в USDT, скажем так. Но ты просто можешь взять в моменте, если ты хочешь также иметь дополнительный доход с этого, в моменте опять же делишь свою позицию пополам, откупаешь на эти средства половину эфира, остальную половину опять же берешь и размещаешь в пул ликвидности, и все работает то же самое. Еще раз, как можно сделать, если у меня, допустим, там, один актив начал пожирать другой, скажем так, ребалансироваться, скажем? Ребалансироваться, если у тебя цена доходит до диапазона закрытия твоей позиции, то ты просто берешь, позиция твоя вся перетекает в USDT. И закрывается автоматом, да? Она закрывается автоматом, все твои реворсы, они тебе начисляются, получается, все твои вознаграждения. Просто в моменте, ты же примерно представляешь, когда ты выставляешь диапазон по позиции, когда твоя позиция закроется. Ты заново откупаешь на эти средства половину эфира и опять размещаешь. Второй вариант, в чем большой плюс? Если мы верим, а мы все верим в крипту, потому что здесь такое грандиозное событие, как бы очень много людей, это очень хороший способ дешево откупить эфир, к примеру. Потому что когда цена падает эфира, вся твоя ликвидность перетекает в эфир, и твоя позиция закрывается по лучшей цене в эфире. То есть тебе остается просто дождаться роста. Да. И все. Тут главное просто брать какие-то хорошие монеты, а не какие-то шитки, которые там... Да, ты прав. Я на самом деле пользуюсь вот в таких инструментах, как DeFi и еще сейчас... Лендинг. Что? И лендинговые протоколы. Лендинг пользуюсь только эфир и биток. Только эфир и биток. Там можно размещать другие монеты, но мне это не интересно, потому что зачастую по ним большая ликвидность, позиции выбивает, и как бы, хотя там процент доходности намного выше, порядком выше. Вот. Окей, то есть, понял, с DeFi мы определились, пулы ликвидности, а вот лендинговые протоколы, получается, ты просто даешь свой биткоин кому-то в долг, да, то есть ты биткоин, эфир, любую монету ты кладешь в этот протокол, люди могут взять долг. Тебе начитаются проценты, как за кредит ты выдал кому-то. Правильно? Все верно. Вот, как процент за кредит, ну и биржа это, то есть этот протокол берет процентик, да? Да, это первый момент. Второй момент, ты можешь, когда ты размещаешь средства, допустим, тот же биткоин на бирже, не на бирже, а на площадке лендинговой Aave, площадка предоставляет возможность закредитоваться у них. То есть под обеспечение твоего биткоина ты можешь взять кредитные средства в виде USDT. Откупить на них еще биткоин, положить его обратно туда же, на эту площадку. Вот, спиралью, да? Тем самым более захеджировать свою позицию, потому что площадка, если же будет какой-то флеш-крэш, и твое обеспечение достигнет определенного уровня, автоматически все твои биткоины будут проданы для того, чтобы просто площадка не ушла в минус. Это вшито в протоколе. Да. Вот. И это очень хорошая возможность взять какие-то средства, если же ты ждешь цикл роста, чтобы просто-напросто увеличить свою позицию. Вот. Да. Плюс еще такой момент, что взяв опять же эти средства, может при определенном расчете может произойти так, что в целом твой кредит будет перекрываться доходом от вложенной ликвидности. Вот. Но, соответственно, процент будет меньше кредита твоего, но он будет перекрываться тем, что тебе биржа выплачивает за размещение. Прикольно, интересно даже. А вот в банках так не получится. Депозит всегда будет меньше, чем... Вот, я хотел про кредит. это тоже сказать. Куда мы идем вообще, если смотреть в сторону крипты? Попробуйте сейчас пойти в банк и под залог своей квартиры взять средства. Да. Во-первых, вы пройдете кучу инстанций. Во-вторых, какой процент там будет по этому кредиту.
Я думаю, 45 что сейчас в да, России. там очень высокий процент. Это займет очень много времени, это займет очень много ваших средств по переплате. В то же время вы можете зайти на любую площадку лендинговую и сделать это в несколько кликов. Окей. Это очень Кайф. удобно. Какие контакты можем оставить, что если кто-то из зрителей захочет задать какой-то вопрос? Я человек не медийный, у меня есть только личный контакт в Телеграме, у меня нет никакого канала, я трейдер-одиночка, скажем так, но стараюсь быть в контексте, изучать все темы крипты, поэтому мой личный контакт... Оставим в описании? Да, пожалуйста, Да, супер, спасибо за интересный диалог. Теперь Взаимно, я чуть-чуть взаимно. больше знаю про трейдинг, как не Да. просрать свои деньги. пожалуйста. Второй наш гость, Илья, это он-чейн аналитик из компании Max Profit. Он нам расскажет, как находить кошельки богатых ребят, всяких богатеньких инфлюенсеров, смотреть за их сделками, а потом повторять их и получать такой же профит. Погнали смотреть. А сейчас у нас в гостях Илья, он-чейн аналитик сервиса Max Profit. Сегодня мы поговорим про он-чейн аналитику, как ее использовать для того, чтобы зарабатывать на крипте. Ну и коснемся темы арбитража. Но не того, где надо искать дропов с картами Сбербанка, а арбитража между биржами. Сейчас самое, наверное, модное и хайповое направление. Расскажи нам, что такое он-чейн аналитика и как с этого заработать. Потому что это какая-то сложная штука, выглядит, да? Но где деньги? Чтобы понимать, что такое ончейн-аналитика, нужно понимать какие-то базовые вещи. Первая, самая главная базовая вещь, которая есть в криптовалюте, что, в принципе, блокчейны, они прозрачные, и мы видим все те транзакции, которые отправляются с одного кошелька на другой, или как отправляются с биржи деньги к какому-то кошельку. И при этом эти же кошельки, они торгуют на децентрализованных биржах. Самая известная Uniswap, наверное, сейчас, там на эфириуме, например. Что делает наш конкретно софт? Если вы заходите на какой-нибудь сканер блокчейна, вы видите, что транзакции просто существуют. Этерскан какой-нибудь, да? Да, Тронскан. Etherscan, BNB скан и так далее, все что угодно. Конкретно наш софт, он видит все эти транзакции, суммирует, делит и так далее, подводит статистику. То есть мы видим, что токен был куплен, токен был продан, мы подбиваем статистику и понимаем, в прибыль он продал ее или в убыток. Дальше, когда мы видим эту всю статистику, мы можем для себя понять, нам интересно было бы наблюдать за этим кошельком дальше или нет. Мы можем погрузиться вглубь, посмотреть конкретно, сколько раз в определенный токен он заходил, какие токены он покупает, и сделать такую статистику, вырезку. Может быть, даже найти несколько кошельков, которые торгуют там одним и тем же токеном хорошо. Это может быть мем-токен, это может быть какой-то фундаментальный актив, там, эфириум и так далее. Ага, то есть я даже могу у вас, наверное, посмотреть, что вот этот кошелек постоянно там делает там 5 иксов, 10 иксов, когда он заходит, выходит, да? То есть вы даже иксы показываете. Здесь нужно говорить, наверное, про инсайдерские какие-то сделки. Как правило, такие кошельки есть, но найти их очень-очень тяжело. Чаще всего самая частая картина, которая встречается, это когда кошелек торгует, и очень часто он почему-то покупает какие-то крутые токены. Ну, Пепи, например, он покупает. Потом еще какой-нибудь токен кота, который улетел очень далеко. И вы понимаете, что, в принципе, было бы интересно посмотреть, что он будет делать дальше. Но, как правило, эти же кошельки совершают много и минусов. Но просто статистически они выигрывают. И вы понимаете, что было бы интересно за ними наблюдать или повторять даже сделки. А можно у вас в системе посмотреть, что найди мне кошельки с топ-профитом, у которых было там 100 и более сделок. Вот в этом Конкретно блокчейне. такого фильтра у нас нет, но если вы знаете такие кошельки, которые уже у вас есть, вы можете загрузить их в нашу систему искусственного интеллекта, и он автоматически просканирует весь блокчейн и по каким-то параметрам отберет вам похожие кошельки, у которых либо профит одинаковый или похожий, либо в токены заходят, либо примерно в одинаковое время заходят и выходят. Почему это может быть важно? Например, есть такой сайт или источник информации, Arkham называется. Там, например, можно увидеть кошельки, подписанные Виталика Бутерина или других инфлюенсеров, фондов, маркетмейкеров и так далее. Как это получается? Кто их нашел, подписал? Кто-то знал, слил просто? Пометил их вручную, да? Да, как правило, Arkham занимается как раз тем, что помечает известные кошельки по каким-то параметрам, они опять же отобрали, либо там Трамп выходит и говорит, я с такого-то кошелька отправил туда-то токен, и все понимают, что это кошелек Трампа. Если с этого кошелька, например, часто отправляются транзакции на похожие кошельки, мы предполагаем, что это Трампа, либо он позже скажет, да, это мои кошельки. То есть можно связать кошельки одного владельца. Да. А если между ними не было переводов, вы можете по паттернам связать, что вот это один чувак, допустим, например, какой-то токен торгуется, он зашел на $1000 с одного кошелька, в эту же секунду еще 7 кошельков зашли там на $1000, либо там на $745 какая-нибудь сумма. Потом все эти кошельки резко в какой-то момент продают, когда там цена поднялась. Вы можете сказать, ага, вот эти ребята торгуют вместе вот такими волнами. Конкретно наш софт не предполагает такого решения, но, в принципе, вы можете, посмотрев эти кошельки, увидев, что они примерно в один момент продавали токен, зайти внутрь, посмотреть их статистику, что они делали. Может быть, это новый кошелек, который только что там с биржи кто-то отправил сюда деньги или токены, и они решили продать. В принципе, вы для себя можете пометить, что да, возможно, это кошельки одного этого же игрока. А как вы понимаете, что это кошелек биржа? Это же просто тоже такой же хэш. Кошельки биржи большинство помечены,
Поэтому это, как правило, открытая информация, потому что они любят подтверждать то, что у них есть определенное количество токенов или ликвидность на тех или иных кошельках. Там у Binance порядка, не знаю сейчас какое То есть, количество. у меня аккаунт на Binance, то Binance, скорее всего, автоматом подаст, что это бинансовский аккаунт куда-то там. Нужно понимать, что когда вы находитесь на аккаунте Binance, ваши деньги лежат в едином пуле. То есть это огромный мешок, где скоплены токены разных игроков. Они имеют этот мешок, а вам просто пишут строчки, что у вас такое количество токенов. Все. То есть у меня нет своего там. Да, это один общий пул, один общий кошелек. Я просто помню, еще в Bybit суб-кошельки какие-то были. Уникальные такие. Субкошельки — это просто подсчеты в том же большом пуле. Тоже, да. Ага. Интересно. Окей. То есть, смотри, можно анализировать больших китов, как-то их выловить. Вы, наверное, и так сами предоставите какие-то, посмотреть китов, например, какие-то предфильтры же у вас есть. Здесь может быть две стратегии вообще, как, по крайней мере, я вижу самые простые. Первое — это смотреть каких-то больших, крупных игроков, они зарабатывают на больших токенах, там на $1 миллион заходят. Но при этом тоже Arkham, они пометили какие-то кошельки, да, что это там какой-то, не знаю, фонд. Но я думаю, что это специально сделано таким образом, чтобы люди видели, что этот фонд, например, отправил токен на биржу, что говорит о том, что, скорее всего, не будет продавать. Ага. Но это они хотят вам подселить эту мысль. На самом деле существует еще 200 кошельков этого же фонда, которые делают совершенно другие действия. Я тоже думаю, если его разметили, то он не будет с него реально какие-то движения крутые делать. Поэтому, скорее всего, это сделано с точки зрения маркетинга больше. Значит, первый вид стратегии в итоге заключается в том, что ты или вы отслеживаете кошельки крупных игроков, и это, скорее всего, такая более долгосрочная инвестиция. Условно, купил эфириум там летом, продал следующим летом. Вы понимаете, что вот эти кошельки так торгуют. Есть другая стратегия, когда вы, в принципе, можете найти какие-то мем-токены. И там может быть удержание, например, пару дней или пару часов. Эта статистика тоже есть в нашем софте, среднее удержание токенов. И вы для себя понимаете, вам вот это интересно или интересно, когда токен удерживается там годами, например. С точки зрения вашего горизонта инвестирования вы для себя подбираете конкретную стратегию. А как найти кошельки каких-нибудь инфлюенсеров или блогеров, которые какой-то проект пиарят? И посмотреть, что они там в этот проект, им там этот фонд на самом деле денег заплатил, чтобы они его пиарили. Да, здесь тоже нужно все сделать чаще всего руками. Есть, конечно же, какие-то помеченные истории, вы можете в Твиттере найти большое количество, но чаще всего можете сделать это и сами. Например, посмотреть, что есть определенный инфлюенсер, который когда-то публиковал рекламу каких-то токенов. Да. Запомнить это время, пойти в этот токен в сканере, посмотреть, куда он отправлял деньги в этот момент примерно. Там 5 кошельков у вас будет выборка, посмотрите. Потом у вас есть 5 кошельков. Потом, когда у вас получилась эта выборка, вы смотрите, а другие токены приходили на эти адреса в тот момент примерно. И таким образом, методом подбора такого, вы понимаете, что, скорее всего, это кошелек того самого инфлюенсера. Но есть нюанс, он может в какой-то момент понять, что за ним следит слишком большое количество игроков, все деньги выводят на централизованную биржу, потом переводят деньги на другой кошелек, и вы его уже не отследите, потому что централизованная биржа, как мы сказали, это общий Там один пул. мешок, да. Да. Какие там токены куда входили, уже непонятно. Тоже такой метод скрыть свои финансы. Интересно, да. Ну, если тебе просто биржа не забанит кошелек. При этом... Ну, если ты честный игрок, и это не какие-то там ломаные деньги. Ну, честным обычно скрывать не надо. Окей. То есть я финализирую. То есть можно следить за большими игроками, можно следить за маленькими, но хитрыми. Скорее всего, это инсайдеры какие-то, да, которые знают инсайды. Друзья владельцев токенов. Либо инфлами, да, блогерами всякими. Да, либо это просто трейдеры, которые научились находить какие-то паттерны, и у них просто хорошо получается. Он заходит там, не знаю, на полэфира, и через время выходит на там полэфира еще 10%. Им этого достаточно, они такие короткие трейды совершают, потому что они хороши именно в этом направлении. Можно за таким наблюдать. А можно ли у вас автоматом, вот я кошелек нашел какой-то, да, хочу повторять его Сделки. трейды, да, сделки. Можно у вас как-то настроить, чтобы автоматом это копировать? Первое, что у нас предусмотрено сейчас, это есть оповещение. Вы, в принципе, в Телеграме увидите, что он совершил какую-то сделку. И тогда пойти руками проверить дополнительно этот токен, хороший он или плохой. Потому что бывает так, что эти кошельки понимают, что за ними следят. Они специально создают плохой токен. Вы в него заходите вместе с этим игроком, у него там комиссия 100%, вы как бы купили и больше не продали, деньги у него. То есть можно уведомление, если я нашел какого-то чувака, он не скамер, но я вижу, что он инсайдер, друг там каких-нибудь там владелец этих токенов, да? Да, в нашем случае это уведомление, Telegram-бот. Но также есть сторонние хорошие сервисы. Скажу прямо, есть на рынке, наверное, топ-1 сейчас игрок, это Maestro-бот в Телеграме. Вам достаточно вписать адрес того кошелька, который вам интересен, вписать свой кошелек и говорить ему, вот на такую сумму там за ним заходи. Может быть, вы поделите там на 10 частей, например, ваш депозит, и на 10% он будет за ним повторять. И вместе с ним продавать можно настроить. И вместе с ним и покупать, и продавать. Там даже можно уровни выстроить, когда вам интересно продать, там, даже если он не продавал. Прикольно. Она в каких сетях работает? Этот бот? Хороший вопрос. Ну, сейчас на данный момент покрывает точно все EVM-сети, то есть это Ethereum и похожие на него. Насчет остальных я сейчас, честно... Solana, Tron. Вот насчет Solana, Tron я сейчас не скажу, но для этого существуют другие боты. Как только появляется, скажем так, хайп на рынке, в этот момент обязательно появляется Telegram-бот, который торгует в этой сети, и чаще всего у него нормальная репутация, потому что это нормальные команды делают. Они признаны на рынке, и все могут обращаться к ним. Мы оставим ссылочку на бот в описании, Maestro бота. Да, кстати, ребята,
Чтобы оставлять ссылочки в описании, нам нужна 1000 подписчиков. Пожалуйста, прожмите кнопку подписаться. Тогда какие-то проекты, которые мы обозреваем, сервисы ребят, которые приходят на интервью, на подкасты, чтобы вы могли спокойненько перейти по этим ссылкам, чтобы они стали активными. YouTube требует от нас 1000 подписчиков. Давайте добьем побыстрее. Прожмите подписаться, колокол тоже не забудьте, а мы продолжаем. То есть находим чуваков, которые интересны, и копируем через бота, либо руками заходим в сделки. Тоже интересная штука. Только нужно, на самом деле, это не выглядит так легко, на самом деле, как звучит. Над этим можно работать, с этого можно зарабатывать, но нужно потратить приличное количество времени. Конкретно преимущество еще наше заключается в том, что я сам в рынке, и мы даем еще выборку кошельков, которая, в принципе, интересна, и там уже можно найти какие-то паттерны поведения или доходность. А где, в Телеграм-канале у вас? Так как у нас, помимо того, что есть сам софт, есть к нему еще небольшое обучение. Даже в демо-версии я уже рассказываю несколько способов того, как можно заработать. Бесплатно? Да, бесплатно, демо-версия, но она сейчас существует на 3 дня. Там я уже даю какое-то количество кошельков, с которыми можно работать. Ну и, соответственно, так как мы продаем планы, чем выше план, тем больше кошельков я отдаю. Там несколько таблиц. Прикольно. Мы QR-коды выведем на экран. То, что по ссылочкам вы не переведете, но еще раз подпишитесь, тогда будут ссылочки. Комфортно, удобно, профитно. Давай поговорим про другую часть. Я знаю, что у вас тут есть другой еще руководитель этого департамента, но он занят. Поэтому помучу тебя по поводу CEX-DEX арбитража. Когда говоришь CEX-DEX арбитража, люди, которые не в крипте, как бы вообще, что за черную магию ты произносишь? Расскажи простыми словами, что такое CEX-DEX арбитраж. Если простыми словами, нужно на самом деле чуть-чуть понимать, как образовывается цена в принципе в крипте. Если очень коротко, то есть пул там на одной бирже, и у него там есть какая-то взаимосвязь и ценообразование. На другой бирже чуть-чуть по-другому работает. Это все пропорции там, и так далее, математика обычно. То есть, допустим, эфир и USDT, да? Вот, пул какой-нибудь, да? Да, именно это так. чтобы люди могли покупать за USDT эфир и за эфир USDT. Там такой двойной актив, как пул ликвидности. Мы говорили тут уже. Я могу чуть-чуть сложнее объяснить, но оно будет как будто чуть более понятно. Давай. Например, вы хотите сделать, чтобы ваш токен стоил $1. Вы в пул кладете 10 токенов и $10. Получается, делим 10 на 10, получается $1. В следующий момент я прихожу и такой, мне нравится цена этого актива $1, правильно? Я кладу туда $1 в этот пул и забираю 1 токен. В этот момент в пуле у меня что происходит? У меня $11 и 9 токенов. 9 делим на 11 делим на 9, цена токена увеличилась, правильно? Да. Вот так и работает этот пул ликвидности. Но это, скажем так, низколиквидный актив. Если мы говорим, например, 100 и 100 добавим, уже наш $1 не так сильно поменяет цену, правильно? А когда миллион, это вообще ликвидный актив считается. И в этот момент, когда мы достаем 1 токен и кладем $1, изменение цены незначительно. 0,000. Да. С 5 знаками, по-моему. Там, Совершенно маленький процент. Так формируется ликвидность на децентрализованной бирже. А на централизованной там немного по-другому, там спрос и предложение. По сути, если игрок, допустим, у нас здесь этот актив торгуется по доллару, а игроки на бирже централизованные кто-то захотел купить по $2, а другой захотел продать по $2. Независимо от того, что там происходит в пуле и так далее, в этот момент совершится сделка. Стаканник раз, да, и в эту секунду у нас будет цена ровно $2. Но в следующий момент она опустится до тех значений, где опять происходит спрос и предложение. То есть здесь как бы математика работает, а здесь спрос и предложение. Ага. Вот. Теперь, когда мы говорим как раз про то, как работает арбитраж и почему эти цены разные, потому что пулы разные. Здесь в этот момент может быть одна цена, а здесь почему-то другая. Децентрализованная биржа — математика, централизованная — спрос и предложение. Это две разные системы по факту, да. По факту, да. Но может быть так, например, что на централизованной бирже здесь у нас цена образовалась там $5, а здесь спрос и предложение на другой централизованной бирже 4,95. Потому что вот оно разное здесь, потому что пулы разные игроки совершенно в этот момент участвуют в этом. И тогда мы говорим, что образовался небольшой спред в виде какого-то процента, и нам интересно было бы купить здесь, перевести и продать здесь чуть дороже. А как мне быстро это сделать, чтобы спред все еще сохранялся? Да, здесь как раз первым вопросом здесь вообще можно сказать, что как мне это найти в принципе? Почему я должен заметить? На 2 биржах одновременно, что ли, сижу? Для этого у нас как раз есть специальные скринеры и сканеры, которые показывают, что в этот момент образовалась такая разница в ценах, и вы можете этим воспользоваться. Дальше что вам нужно? Чаще всего нужно посмотреть, в принципе, токен это ликвидный или нет. Как мы говорили, что вы своими деньгами и токенами можете влиять на цены, правильно? Да. И может так получиться, что цена разная, и вы захотите на $1 миллион зайти. Но этот $1 миллион, он просто не поместится. Пул не вывезет ваш $1 миллион. Вы можете максимум $1000 туда положить или купить на 1000, чтобы цена не сильно изменилась. А то так получится, что вы здесь 4,95 купили на 10 тысяч баксов и цена 5,50. Вы зачем по 5,50 покупали, чтобы по 5 продавать? Ну, вряд ли. Да. Вот, тогда вы должны посмотреть, насколько ликвидный этот токен, понять, насколько в него зайти. Опять же, это все считает наша система.
И следующее, что нужно еще понимать, можно ли с этой биржи сюда перевести. Потому что биржи, они опять же, у этих есть пул, у этих пул, и не всегда они токены между собой поддерживают. Но если бы можно было бы перевести, то какие-то автоматические боты бы уже это ребалансировали автоматом, нет? Да, здесь есть нюанс. Насколько я знаю, есть HFT-боты или такие боты, которые очень быстро работают, но чаще всего они работают на крупных ликвидных активах, потому что там очень огромные объемы. И те активы, которые ликвидны, там биткоин, эфириум и там, не знаю, ну пусть будет топ-20 CoinMarketCap, там работают боты, и руками, скорее всего, у вас нет шансов, они просто вмиг это все схлопывают. Да. Либо маркетмейкеры прямо на бирже у себя там цену, они видят, что есть такое значение, такое, и быстренько ребалансируют. Да, чтобы спреда между них цексами не было. Но вот есть токены, скажем так, среднего звена, на которые вот эти вот боты не идут, потому что ликвидности мало, и им невыгодно туда заходить, просто они могут проиграть, потому что большим объемом заходят. И вот здесь вот есть возможность у вас уже заработать, как бы руками перевести из одного места в другое. Правильно я понимаю, что если между какими-то двумя биржами часто возникает вот эта арбитражная ситуация, я держу ликвидности там и там, то это будет самое быстрое. Я здесь купил, а здесь этот актив, здесь продал, например. Да, на самом деле это один из видов арбитража, когда вы держите деньги на обоих биржах и быстренько схлопываете эту разницу и ждете, пока она вернется к балансу, и в одном месте, опять же, покупаете, продаете. Это один из видов. Другой вид, когда вы полностью покупаете позицию в одном месте и полностью переводите позицию в другое место. Это там продаем, например. другой вид, да. Переводя это опять в стейбл. Например, я здесь купил, у меня были стейблкоины, здесь я купил монету по там 4.95, перевел, продал по 5. Вот, опять же в стейблкоин. У меня был криптобакс, остался криптобакс. То есть я не рискую курсовыми разницами потом. Да, именно так. Тут важна скорость перевода, наверное, да, чтобы цена там все еще сохранялась. Все верно. Окей, прикольно. Как ваш софт потестить? Как получить демку? Так, как я и говорил, что потестить у нас есть 3 дня демо. Туда входит ончейн-аналитика, о которой мы говорили. Там есть 5 уроков. В принципе, вы сразу можете применять то, о чем я говорил. Там есть фильтры. Короче, я прям наглядно, пошагово показываю. Точно так же есть инструменты арбитража. В те же 3 дня входит. Успеть потестировать и то одновременно вряд ли получится. Скорее всего, вам нужно будет сделать выбор и там свой фокус направить на один инструмент. Желательно так сделать. Вот, собственно, демо этих 3 дней доступно всем. Можно перейти по ссылке, по QR-коду, что прикрепим. Хорошо. Спасибо за разъяснение. Цексы, дексы, ончейн-аналитика теперь стало понятнее. Надеюсь, было полезно. Всем спасибо. Пишите в комменты, полезно, понятно, непонятно, сложно, несложно. А мы сейчас будем снимать следующего гостя. Третий наш гость сегодня — это Святослав. Это чувак, который очень-очень хорошо шарит в DeFi, в децентрализованных финансах, и расскажет нам, как зарабатывать в этой сфере. То есть, если у вас есть какие-то монеты, биткоин, эфир, либо даже их нету, есть USDT, он расскажет, как вкладывать их в различные протоколы и получать проценты ежедневно или даже ежечасно, практически без каких-либо рисков. А еще он расскажет про новый прикольный проект, который скоро взорвет рынок Телеграма, как это в свое время сделал Хомяк. Но только это будет не тапалка. Погнали, поговорим. Друзья, очередной гость сегодня на Blockchain Live в нашем массовом подкасте — Святослав. Святослав шарит за DeFi, а еще мы расскажем про его новый проект, который должен взорвать мир Телеграма. Здоров. Привет. Давай про что поговорим. Вот у нас смотрят ребята, которые умеют установить MetaMask, купить туда эфир, Solana, какую-то монету. А вот как дальше заработать? Не трейдинг там, не мемкоины, а в децентрализованных финансах. То есть DeFi — это децентрализованные финансы, новая эра финансов. Как там делать деньги, чтобы тебя не побрили, не заскамили, и чтобы можно было спокойно зарабатывать. Желательно с неогромным риском. Огромное количество инструментов на сегодняшний день существует в DeFi. Вот ты купил какие-то активы, положил их на MetaMask, они могут работать и приумножаться. За счет чего это происходит? Короче, есть стейкинг эфира, есть вот рестейкинг эфира, когда за тебя стейкают эфир, за это тебе дают фантики, как будто бы, знаешь, номерок в гардероб, и у тебя есть вот этот номерок, с которым ты можешь прийти, тебе отдадут твои эфиры. Вот если ты занимаешься рестейкингом и кому-то даешь свой эфир в управление, то помимо самого эфира тебе будут насыпать всякие фантики вот этого протокола, вот этой компании, которая за тебя рестейкает эфир, берет там небольшую комиссию. Вот эти фантики могут периодически расти в цене. Ты можешь эти фантики высфармливать и продавать. И за счет этого доходность из 7% там по эфиру превращается в 45%. Потому что ты перекладываешь из протокола в протокол вот эти синтетические активы, так называемые, вот эти вот номерки. Получаешь новый номерок. Типа wrapped эфир, типа такой. Абсолютно точно. Обернутый протокол. Да. Типа. Обернутый эфир. А с обернутым эфиром ты идешь в новый протокол, там ты его тоже закладываешь, получаешь еще один обернутый эфир. Но какой здесь есть риск? У тебя в этой цепочке может оказаться непроверенный, некачественный протокол какой-нибудь новый, который взломают, и все,
хана твоему всему эфиру. Заберут фантики, Фантики пойдут ничего- в гардероб в основной, Вот. заберут мой эфир. Фантики ничего стоить не будут просто. Ты не сможешь их обменять по нормальному курсу. Поэтому нужно обязательно разобраться с тем, вообще, как работают протоколы, пойти почитать документацию. Чуть-чуть. Это недолго займет времени. Это буквально посмотреть там видосы на ютубе, 1-2 видоса, и ты понимаешь, как это все работает, как проверять протоколы, безопасные они, небезопасные. Ключевое, на что стоит обратить внимание, это количество времени, которое он существует на рынке. Если протокол существует на рынке 4-7 лет, вот это же DeFi, тут все прозрачно, можно посмотреть, сколько денег там лежит. Если там нормальное количество ликвидности, то никаких проблем точно не Там будет. параметр TVL, Total Value Locked, по-моему, Совершенно да? верно. Сколько совершенно всего верно. занесли Да, в да, протокол да. денег? Дефилама, самый лучший сервис. Там есть все блокчейны, все протоколы, сколько кто денег зарабатывает, сколько застейкано и так далее. Вот, ну и, соответственно, вот это то, что мы можем потрогать, посмотреть на эту доходность, потому что, ну, если у тебя 10 эфиров, ладно, ты обеспеченный чувак, у тебя 10 эфиров целых, ты можешь зарабатывать спокойненько, и ты зарабатываешь, что самое прекрасное в DeFi, каждую минуту. Тебе постоянно Поминутное начисляется. начисление? С каждой Поминутные, транзакции, по-моему, по часу, в зависимости от стратегии, в зависимости от инструмента. Но самое приятное, что ты сразу щупаешь эти деньги, и ты начинаешь этим интересоваться. Ты такой, так, а что можно поделать еще? И тут ты обращаешь внимание на различные другие инструменты. Давай, пока мы не пришли к другим инструментам. Знаешь, что меня вот отталкивает в DeFi немножко? Что надо руками каждые там 2 дня или там 3 дня перекладывать из этого протокола в протокол. Ну, по бизнесу дофига задач, допустим, да, если ты взял какой-нибудь там, не знаю, копи-трейдинг, либо там просто монету купил, ничего делать не надо, оно Да. там делает. Насколько это реально геморно и сколько времени надо уделять в неделю, чтобы перемещать эти средства между протоколами? Отличный вопрос. Все зависит, время, которое ты тратишь на DeFi, на менеджмент позиции, мы называем Да, это именно. так, пропорционален потенциальной доходности, которую ты можешь получить. Консервативно, уделяя этому 40-50 минут в месяц, ты можешь делать на эфир там 40-50% Всего годовых. 40-50 минут в месяц? Да. Не в день? Не в день. Если ты можешь заниматься менеджментом позиций там 40-50 минут в неделю, то эта доходность может расти на там еще 20%. Если ты занимаешься активным менеджментом позиций, например, предоставляешь ликвидность в пулы Uniswap, концентрированная ликвидность, сложная штука, я за 2 минуты не объясню, что это такое, но по сути, если на централизованных биржах ликвидность, вот ты меняешь один актив на другой, этот другой актив тебе дает биржа, она предоставляет тебе свою ликвидность. Да, понимаю. То в децентрализованных финансах ликвидность предоставляют обычные инвесторы, как мы с вами. Пул есть, эфир, USDT. Да, и я- любой человек может туда пополнить 2 актива и в этих 2 активах зарабатывать. Вот там нужен более тщательный менеджмент. Там в идеале уделять хотя бы 15-30 минут в день. Но доходность на эфир может вырастать там до 120% годовых, что уже очень интересно. И тут вот ты просто принимаешь решение. Ты как бы консервативно, спокойненько или активно. Или ищешь каких-то ребят, которые это делают за тебя. Или многие ребята, тоже у нас были кейсы, они просто обучают своих ассистентов. У них кошелек с мультиподписью, 2 подписи у фаундера, у собственника, 1 подпись у ассистента. Ассистент инициирует транзакции. Ты чекаешь, что он там не увел это куда-то там. Да, вывести, на Багама. вывести она не может у тебя 2 подписи из 3, а нужно именно 2 подписи. Мультисиг, друзья, если вкратце, это кошелек, который состоит из 3 кошельков. То есть у тебя, у меня и у тебя кошелек. И все. Мы пока вот 2 подписи не поставим из разных точек мира, транзакция не случится. А это какой-то онлайн кошелек типа MetaMask, либо это холодный Да, кошельки? это теплый кошелек, Safe Wallet, например, самый популярный, он бесплатный. Ты просто туда подключаешь 3 MetaMask или 4 из 5, или 9 из 10. Все фонды работают по-разному. И, соответственно, у тебя получается такая децентрализованная история. Мы деньги держим только на мультисигах. Я как только начал держать деньги на мультисигах, я полностью успокоился, потому что компы взламываются, даже макбуки взламываются, Wi-Fi туда-сюда. Зачем? Если можно положить на мультисиг, у тебя подпись у жены. Пусть будет у жены подпись. Ну, у нее точно не взломают, скорее Да. всего. А сейчас я, кстати, буду скоро брать подкаст у человека, который вообще гемную вещь придумал. На Фейсбуке на сегодняшний день умерших людей больше, чем живых. Люди умирают. В крипте это вообще это глобальная проблема. Люди умирают, крипта остается просто на кошельках, семья остается без денег. Сид-фраз нету. Сид-фраз нету. Чувак придумал мультикошелек с наследованием. Ты туда подключаешь себя, жену, сына, раздаешь им их кошельки, и они управлять этой ликвидностью не могут, ты можешь. Дальше, через Oracle. Oracle — это такие штуки, которые собирают информацию с блокчейна, Ага. децентрализованно, и автоматически тебе на сервак скидывают. Ты подключаешь 3 независимых Oracle, если у них информация совпадает, то совершается какое-то действие, которое ты настроил. Если твой кошелек не активен, ты сам выставляешь количество денег, например, год, 2, то разблокируются
кошельки у твоей семьи, и они вправе забрать твою крипту. Причем по какому-то правилу, например, Это просто... только сын, например, либо там сын 80%, жена 20%, там, или жена 8%. Верно, это просто... Пушка на скине Да. обязательно. Мы, кстати, выведем на экран. Ребята, напоминаю, что чтобы оставить ссылки на какие-то проекты наших гостей, спикеров, нам нужна 1000 подписчиков на Ютубе. Пожалуйста, прожмите подписаться, и тогда я смогу оставить ссылки, а не только выводить QR-коды на экране, вот так вот залепляя наши лица. Круто. Еще одна штука. Блин, вообще не знал про мультистиги с расследованием. Очень круто. Лендинг протокол, это когда ты в долг можешь дать. Имеет смысл? Абсолютно точно. Если у тебя есть биткоин, который ты не хочешь продавать, ты свято в него веришь, или эфир, ты можешь заложить свой биткоин, на 100 тысяч долларов заложил, и взял консервативненько 30 тысяч долларов в долг в стейблах, ты там будешь платить копейки, ты там будешь платить, на медвежке мы брали USDT под залог биткоина по 2-3% годовых. Что такое 2-3% годовых в долларе? Ты идешь на соседний протокол и просто USDT-шки консервативно вкладываешь там по 10-15% годовых. И у тебя халявная абсолютно доходность, на которую ты откупаешь свой биткоин или эфир, который заложил, и зарабатываешь на свой биткоин и эфир. То есть это Прикольно. супер круто. Плюс ты там можешь децентрализованно накрутить плечо. Взять биткоин под залог биткоина, переложить в залог и накрутить Я там думаю, до что у третьего многих плеча. зрителей от этого уже расплавилась голова, потому что я-то шарю как-то немножко, да? Мне очень понятно, очень крутая штука. А есть у тебя какие-то видео, где ты рассказываешь это подробно, чтобы могли оставить? 100%. У меня нету платного обучения, пока что. Вот я надеюсь, что оно появится. Там появился у меня мощный партнер. Вот, я записал бесплатное обучение, 30 уроков на YouTube-канале. Вот если его посмотреть, эти 30 уроков, этот плейлист, ты будешь знать больше 99% в крипте. Ребят, ну, подписываемся. QR-коды QR-кодами. Ссылку неактивную оставим в описании, если вы с компа скопируете. Ну, подписываемся. 30 уроков по DeFi бесплатно. Тем более Свят топовый чувак, который шарит, с ним работают многие фонды. И там нету спекуляций, там нету всяких мемасиков там и так далее. Это все мы оставили за кадром. У нас взрослые, консервативные, спокойные инвестиции по приумножению активов в количестве. Потому что если они у тебя просто лежат на кошельке мертвым грузом, они поддержаны падению, поддержаны росту, это все хорошо. Но когда на медвежке у ребятушек, моих знакомых, портфели проседали на 80%, мой портфель мог просесть на 54%, потому что я все эти годы выфармливал. И для меня это была невероятная Тем более надо там поддержка. час в месяц, там, ну Конечно. 4 часа в месяц. Конечно. Не big deal, Вот, короче. а когда у тебя, извините меня, растет эфир, вот он там 3-4 года не рос. Представь, что ты делал 40% годовых. Ты сделал Нет, топово. А если он еще вырастет? Да, К этим 40, там X3 плюс 120%. доходность от DeFi приумножается на доходность рынка. Это крайне Круто. Короче, ребят, все в описании. QR-кодик опять у нас здесь, наверное, полетает, как это вывеска DVD, знаешь, по выключенному телевизору. Что у тебя на груди? Ты можешь даже чуть привстать, показать. Новая тема Blink to Earn. Я помню, Move to Earn это был Степан, потом Tap to Earn это хомяк, который всех побрил отлично. Blink to Earn. Я вижу, что у тебя здесь партнеры ходят в футболке Blink to Earn. Что это такое? Это первая в мире моргалка. Че? Моргалка. Моргалка. Мы поняли, что почему-то никто не взаимодействует с пользователем Telegram через камеру. Мы поняли, что мы должны сделать первый этот нарратив. И моргалка — это когда ты заходишь в приложение, моргаешь, тебе на это начисляют начисляют поинты. В чем прикол? Почему хомяк, например, так плохо раздал? Почему так мало? Они пытаются накормить всех в огромную аудиторию и раздать им там по 10 Ну, это невозможно. Я считал, там 3 миллиарда надо, что ли, было долларов. Что такое все пользователи? Это 80% ботов. Ботафермы, да. Это ботафермы, которые либо устройства заказывают и тапают. И людей от этих ботов практически не отличить. Очень мало банов было и так далее. Что такое моргалка? Это ты заходишь в приложение, сканируются твои глаза, расстояние между глаз. Это невозможно подделать. Биометрия, да, face recognition полный. Совершенно верно. Причем мы не собираем никакие данные, у нас происходит только на уровне моргания. Мы получаем на уровне кода, произошло моргание или нет. Там Telegram очень хорошо об этом позаботился. При этом у тебя отсутствуют боты. У тебя 100% живой аудитории. Что такое 100% живой аудитории? Это возможность зарабатывать большие деньги на рекламе, это возможность зарабатывать большие деньги на внутриигровых донатах, это возможность в токен вливать большие деньги, которых в тапалках просто неоткуда взяться. Более того, у нас, понятное дело, NFT с автоморганиями, NFT, которые там дают супербусты, и все это за внутриигровые донаты. Хотелось бы сразу ответить на часто задаваемые вопросы. Моргать — это сверхполезно. 14% населения Земли у нас с синдромом сухого глаза. У фокус-группы у нас цвет белка становится белым. Это
очень полезно. И для зрения куча исследований проведено, и синдром сухого Я первый раз у глаза. тебя спросил, когда мы так общались. Да, я говорю, да. а ты там людей там невротиками не сделаешь? Да, Говоришь, да. А вы ресерч сделаешь, наоборот, полезные штуки. Да, и у нас большая фокус-группа, и мы приняли решение ограничить это, и даже с полностью прокачанным аккаунтом ты больше 2-2,5 минут моргать не сможешь. В день? Да. Не-не-не, в день можно моргать несколько раз, но за раз ты поморгал в туалете и пошел заниматься своими Поморгал в делами. туалете. Новый нарратив. Новый Да. дивный мир. Я просто не Киберпанк, блядь. понимаю, почему люди Моргаешь моргают в туалете, бесплатно. вышел, тебе бабки перевели. Совершенно верно. Более того, опять же таки, какая проблема всех тапалок? Я не понимаю, почему люди не сделали внутриигровые донаты, почему нельзя было сделать качественную игру и всех рифоводов, всех пользователей, которые приводят к нам своих друзей, не взять и не замотивировать деньгами. У нас 10% с первой линии, 5% со второй То есть линии. вы сразу реальные деньги, там, 100%. USDT, там, что-то как... Да, как? и более того, обычные пользователи точно так же могут заработать. Самые внимательные, самые активные пользователи попадают в спецрежим. Внимательно это что? Самые внимательные — это... Давай заспойлери, ну что-нибудь. Ну да. смотри, вот ты моргаешь, у тебя появляется спецрежим, не проморгай свою удачу. Тебе надо успеть тапнуть на сундучок. Что-то в этом роде. Если ты на него тапаешь, включается колесо фортуны, где выпадает курс внутриигровой валюты Blink к USDT. И ты принимаешь решение, хочешь ты здесь и сейчас поменять свои блинки на USDT и вывести реальные деньги. И мы этот пул будем пополнять каждую неделю, чтобы удерживать пользователей, чтобы им было интереснее, чтобы люди зарабатывали на протяжении всего взаимодействия с нами, а не только ждали какого-то виртуального листинга, Да, и где заходили всех вот это- побреют. Ну, задротскую штуку одну и ту же делали, какую-то карточку улучшаешь, и ты когда нажимаешь в этом хомяке улучшить эту карточку, ты понимаешь, что ничего нового не может рандомного произойти. Совершенно верно. Блум мне больше нравится, вот Блум с Меркиса, но игра тоже Очень простенько. простенькая и скучно становится. И опять же таки, вот я не понимаю, почему, вот мы уже это разрабатываем, в ближайшие недели это внедрится. Самый главный таск должен быть не соцсети, должен быть не продажа какой-то рекламы, он должен называться обратная связь. У нас обратную связь будет оценивать нейронка и насыпать тебе токены за качественную обратную связь. Дальше нейронка эти сотни тысяч обратных связей анализирует и выдает там самое лучшее, что хотят люди, во что они хотят Мечта играть. продукт-менеджера, да? Конечно, конечно. И вот как раз-таки вы сможете диктовать нам, что вам нравится, чтобы мы сделали для вас игру по-настоящему интересной. И мы будем видеть, что вам не интересно. Вот это самое важное, я считаю. Ну, прикольная, да, штука, прикольно. То есть, а зарегаться любой может вообще? Сейчас уже да. Регистрация открыта, Да. паблик, да? Да, да. И вот сейчас мы привлекли там $1 миллион за буквально 4 звонка. Это вообще, мы думали, мы потихонечку, спокойненько привлечем $1 миллион. Я сделал 4 звонка ангелам, и этот $1 миллион на руках. $700 тысяч мы отправляем в маркетинг. Но сейчас мы приняли решение первую неделю-две дать возможность всему СНГ комьюнити привлечь своих друзей, знакомых, прежде чем об этом узнают вообще все. Поэтому, друзья, у вас есть сейчас феноменальный шанс залететь в самом начале и действительно заработать. Потому что даже крупные инфлы, которые заходили в хомяка там на 3-4 неделю, они уже не могли привлечь достаточное количество аудитории, потому что хомяк нажал все педали на рекламу, и о нем узнали все. Да, ты уже скидываешь, там, ну, уже, типа, ничего нету. Прикольно. То есть, получается, пользователи с первого дня смогут вводить реальные деньги и получить их потенциально. Может, не всем 100%. выпадет, да? 100%. А вывести USDT можно на тон кошелек вывести. 100%. На Тон карту, кошелек... наверное, нельзя, но... Нет, тон кошелек подключается, То есть это очень телеграммовский, просто. прям Да, вот да, нативный да, да. кошелек, я Да, могу получить да. свои тоны. Да, Тонкипер, Telegram Wallet, по-моему, мы сделали интеграцию с ними. А там куда угодно потом на Bybit вывел и да, на да, и карточку продал. продал. Совершенно верно. Прикольно. Крутяк. Друзья, у нас со Святославом будет еще 1 либо 2 подкаста. Первый будет детальный про DeFi, про децентрализованные финансы, как там зарабатывать, какие есть подводные камни, как можно потерять деньги, вот, какую стратегию выбрать. И второй, я думаю, мы запишем как раз про суперморгалку и разберем механику игры. Потому что, мне кажется, это топовый проект. Самое главное с метриками уже. А ты покажешь, готов показать Конечно, метрики? вообще не вопрос. Вот, и покажем метрики, как игра растет, что люди пишут, я думаю, скоро вы увидите. Вот. Лонч сегодня был буквально 2 часа назад. Да, мы упали. Ну, логично, да, потому что очень много людей наморгало вам там коинов, токенов. Вот. Поэтому, друзья, подписывайтесь не только на этот канал, а на второй канал, который я запустил отдельно про крипту и арбитраж трафика. Называется «Профит Шестакова». QR-код будет здесь, ссылочка будет в описании. Вводите «Профит Шестакова» в поиске Ютуба и подписывайтесь. Все выпуски про крипту будут там. Ну и, конечно, пишите комментарии, как вам вся эта идея с блинком. Будете ли вы моргать, интересно вам, неинтересно. Это нам очень важно получить от вас как можно больше обратной связи. А мы будем двигаться дальше. Мы про тебя подводку пишем, блядь, как раз. Давай, а я сейчас вот так внезапно зайду, да? И четвертый секретный гость, тоже из крипты, но из медиа. Это продюсер YouTube-канала Headliner, Женя
который сегодня нам расскажет, как запустить свой YouTube-канал, а точнее мы с ним подискутируем, как запустить канал, что этому может мешать, какие у людей есть страхи, как все это дело победить. Кстати, а Женя здесь. Женя здесь. Вот он, наш секретный гость. Сейчас мы переместимся в подкастную и поговорим о том, как запускать свои каналы, свои медиа и не бояться. Друзья, мы продолжаем серию наших мини-подкастов на Blockchain Live. И сегодня у нас в гостях Евгений. Да, всем Евгений, продюсер самого большого и крутого медиа YouTube-канала в крипте, хедлайнера. Очень приятно, спасибо, Олег, за представление. Я чуть-чуть поправлю для того, чтобы мы были более в контексте. Я не являюсь сколь продюсером, сколь являюсь сооснователем и генеральным директором. То есть это будет более правильным для того, чтобы люди понимали, все ты кто я. продюсируешь точно. На начале, да. Сейчас просто мы уже нанимаем команду продюсеров отдельно, кто нам в этом помогает. Но весь путь от нуля до вот того момента, который мы прошли вместе с Никитой. Кайф. Да, и Женя много мне помогал, подсказывал по Ютубу, как сделать, чтобы ролики залетали, как выстроить продакшн, как сделать, чтобы картинка, которую вы смотрите, была красивая, подсвеченная. В общем, Женя очень много мне помогал. И сегодня хочу поднять такую тему, как человеку с нуля сделать YouTube-канал, чтобы стать инфлюенсером, зарабатывать на этом в первую очередь. Если хобби, ты снимаешь на телефон вот так и все, обложку любую. Мы здесь немножко про бизнес, про деньги. Если вы хотите стать инфлюенсером в крипте, в арбитраже трафика, в садоводстве, то должен быть определенный подход, который приводит к заработку. А это значит просмотры, рекламодатели и прочее. Ну, давай немножко начнем с базы. Ну, то есть давай начнем с того, что зачем тебе быть инфлюенсером? То есть, типа, зачем? Что ты хочешь этим добиться или достичь? То есть, если у тебя нету глобальной какой-то идеи, то можно найти 1001 другой способ, как зарабатывать деньги. То есть, я смотрел на Никиту и думаю, а я тоже что-то хочу, в медийку. Но у меня нету ни телеграм-канала, у меня нету инстаграм-аккаунта. То есть, у меня, слава богу, его удалили случайно. Я и так его не вел 4 года. Мне инста не очень нравится. У меня есть только телеграм, в котором я иногда выкладываю сторис. И у меня только сейчас появился запрос выходить в медиа для того, чтобы делиться своим каким-то опытом и знаниями, потому что я могу быть полезен. У Никиты была другая идея, просто многие не знают, но я просто сейчас расскажу. У Никиты была другая идея. Вот мы собирались как-то до запуска канала. Он говорит, я хочу мотивировать людей. То есть я хочу собирать стадионы, собирать толпы. Мне это очень нравится. Я хочу двигаться в эту сторону. И он тогда смотрел на такой канал в Америке, называется Том Блё. Это один из очень крутых интервьюеров, который интервьюировал Джеймса Брауна, Гоггинса, Арнольда Шварценеггера. То есть очень таких крутых ребят с точки зрения американского пути к успеху. Достижения, мотивации, именно это ниша, да? Да. Но у них 3 часа прям трушного интервью, где ребята рассказывают про свой путь. И здесь в плане инфлюенсерства, какого-то блога, все начинается с идеи и какой-то миссии, какой-то цели. Для чего ты это делаешь? Чтобы что, да? Что хочу добиться? Чтобы что, конечно. И вопрос даже, знаешь, есть вопрос «что?», а дальше глубже есть вопрос «почему?». Почему ты хочешь это делать? И если ты можешь себе ответить на этот вопрос, тогда ты можешь дойти в медийку, тебе будет кратно легче себя упаковать для того, чтобы зритель тебя воспринимал. Очень крутая мысль, глубокая. Надо понять, что вы хотите достичь. И главное, почему. А тогда, скорее всего, это ответит на вопрос, каким путем, как вы будете это делать. Это будут шорцы, например, да? Я, например, хочу веселить людей, но не тратить на это много времени. Значит, вы снимаете 1 шорт в неделю, или 2 шорца в неделю, рилса, но очень веселых, прикольных, да. Я хочу деньги, я хочу познакомиться с какими-то великими, интересными людьми, да. Но зачем обычно идут медику? Я считаю, что деньги зарабатывать на рекламе, да. Мы надеемся. Это самый простой путь, да. Да. Второе, это тщеславие, просто слава, жажда быть на сцене, жажда известности, да. Третье, это просто мощная пушка, которая пробивает любой нетворк, да, ты до любого человека можешь дострелиться. Ядром медийки. Кстати, нетворк — это очень крутой инструмент, Никита очень круто этим пользуется, и у меня за счет того, что силы бренда, у меня тоже получается какие-то вещи закрывать за счет того, что мы делаем. А для чего еще? С какой еще мотивацией люди идут? На YouTube, не знаю, в Telegram? Слушай, я не могу знать за всех. Я так скажу. Я могу сказать за тех, кого я знаю. Давай. Я могу сказать за тех, кого я знаю. Многие хотят научить. Что хотят? Научить. Отдавать чисто. Отдавать. У них есть какой-то опыт знания, и я хочу делиться опытом и за счет этого зарабатывать какие-то деньги. Либо ты например,
можешь быть полезен с точки зрения там трейдинга, ты там регистрируешь людей на бирже, они потом торгуют и зарабатываешь там, да, за то, что привел клиента. Либо ты там можешь продавать какие-то онлайн-курсы. Я к этому не очень отношусь, ну, то есть, типа, скептически немного, смотря какой курс и как ты это делаешь. Но люди разные бывают, и разные форматы инфопродуктов тоже бывают. Потом многие за счет подкастов, например, как Глеб Соломин, он хочет, ну, как я это вижу, расширять мировоззрение людей. То есть, если ты посмотришь у него контент, достаточно про умные, либо какие-то узкие вещи, про науку, про там подкасты с учеными, то есть это сильно отличается там от других ребят, которые что-то делают. 100%. Я тебя дополню. Вот мы на Глеба смотрим. Кстати, Глеб, привет. Крутые подкасты. Но я смотрю очень мало у него. Потому что мне неинтересно. Ну, мне неинтересны эти темы. Почему-то, да, то есть, ну, не мое. А вот продюсер, который у нас на моих каналах, Стас, ну, Стасику привет, со Стасом тоже, по-моему, переписывался, общался. А он кайфует. Он говорит, смотри, Соломин позвал сомнолога. Я говорю, ну, блядь, типа, окей, типа, мол, что я не знаю про сон, может, потому что у меня... Очень много, на самом деле. Там много, я как бы копал в эту тему, говорю. Про сон очень много ты не знаешь. Мне интереснее, знаешь, как чувак сделал приложение в Сингапуре, которое взорвало там ритейл. Но у тебя, ну, потому что это разные ЦА. Да, и то есть очень важно, да, что Разная целевая аудитория. у него цель одна, у меня цель другая. Ну да. Да, то есть у меня нет цели там сильно как-то расширить мировоззрение. Моя цель вот на Ютубе показать под разные призмы, как можно в диджитал-пространстве заработать денег, да. А вот как их там тратить, как потом не проебать здоровье, да, это чуть позже, да, это типа не моя тема. Ну, тут еще от аудитории зависит, потому что у нас с Никитой разница почти 10, не почти, а ровно 10 лет. 10 лет? 10 лет разница у нас с Никитой. И то, что нравится ему, не нравится мне. То, что нравится мне, не нравится ему. Но в этом мы друг друга и дополняем. Вот, поддержу. У меня продюсеру 22 года, мне 35. И он иногда какие-то фреш-идеи приносит. Иногда мне кажется, что это кринж какой-то. Ну, ты на молодежном сказал. Но вообще, да, есть такое. Да. Есть Но такое. часто он очень крутые вещи говорит. И мы вот это вот мэтчим, и получается, там, скажем, может быть, мой такой уже бумерский подход с подходом Стаса. Окей, давай начнем с того, что надо понять, зачем ты это делаешь, почему и как. С чего начать? С чего начать? Я скажу, с концепции. Как с придумать мейной концепцию? идеей. Это же такая эфемерная вещь, концепция. Есть инструментарий. Ну, для меня есть инструментарий. Я сажусь, открываю Мира, либо белый лист и просто начинаю накатывать от общего к частному идеи. Какая там главная идея, миссия, цель, что хочу, какие инструменты, какие пути, что я хочу этим сказать. И когда ты идешь типа от общего к частному, ты потом можешь увидеть картину в целом. То есть я таким образом за одну ночь, там 1,5 ночи я написал концепции прошлого стенда Blockchain Live. Угу. То есть я принес идею Никите, говорю, давай сделаем подкаст на сцене, ну типа на конфе. Он говорит, идея фигня, давай еще. Я думаю, блин, окей, хорошо. Начинаю разгонять, типа, а что мы, про кого мы? Мы там про крупных ребят в крипте, которых смотрит наша аудитория. А что если наша аудитория приезжает на конфу, и ребята, эти гости приезжают на конфу, почему бы их вместе просто не познакомить? Просто чтобы они пообщались друг с другом. И так родилась эта концепция, я просто написал расписание, 10 ребят позвал, и вот оно все получилось. Прикольно, да. То есть, а есть какой-то фреймворк, понимаешь, для нас с тобой, мы в медике какой-то опыт имеем, для нас, ну, типа, написали. Ну, фреймворк, ты имеешь в виду последовательность действий? Да, вот, типа, как вот от общего к частному, что есть общее, как понять в твоей нише, что есть частное, как может... Ну, смотря, что мы обсуждаем. То есть, если мы обсуждаем идею какого-то конкретного мероприятия или Нет, события... канал. Ну, смотри, мы можем разложить это на типы контента. Мы можем разложить это на идеи, о чем говорить. Мы можем разложить это на гостей, каких приглашать. Мы можем разложить на действия и конечную цель, к которой мы хотим прийти. Мы можем это разложить на инструментарий продвижения, который мы будем использовать. Угу. И таким образом ты накидываешь вот эти поинты конструктора, что тебе нужно для того, чтобы канал твой был успешен. Но ты сначала должен понимать, про что ты, про кого ты. Должен понимать, про что ты, про кого ты и зачем ты. Угу. И когда ты понимаешь, что, например, я тренер, какой-нибудь там фитнес, Да. то ты должна, ну, типа, что ты можешь дать, чего не хватает, какая боль у людей. Плохое здоровье, плохое питание, они все хотят похудеть, но жрут Макдаки. Ну, и ты можешь за счет креативных каких-то моментов донести им, что, типа, тебе надо нормально спать, пить магний перед сном, пить дофига воды, просыпаться там в 6 утра и ложиться в 10, там, не бухать и так далее. Угу. И много сейчас в нашем мире инструментов в медиа, как ты можешь это креативно донести. Наверное, ты должен просто вот от идеи, да, от того, что ты задумал, просто переходить к конкретным шагам и инструментам, которые ты будешь использовать. И знаешь, как делал?
я выписывал целевую аудиторию, прям расписывал. Я маркетолог изначально, Ну, у да? тебя фреймворк намного более детальный, чем у меня. То есть, как я делаю? Целевая аудитория, для кого я хочу снимать, да? Ну, понятно, сначала, зачем? У меня не было, знаешь, зачем. Потому что я до Ютуба, я очень много выступал на конференциях. Ну, раз 70 на самых крупных, вживую, на большие залы. Вот, то есть мне как бы нравилось это, да, ну, пойдем на YouTube. Не понимаю, зачем хочу, хочу, наверное, компанию продвигать, себя продвигать. Потом все, само кристаллизовалось. Я говорю, целевая аудитория для кого? Для вот этих ребят. Форматы. Говорящая голова, подкаст, там, интервью, не знаю, там, документалки. Выписал все форматы. И знаешь, как вот кубиками вот так положил, потом обвел. Вот это хочу, это точно нет никогда. Влоги снимать не буду. Душно, вот это идешь с этой палкой по городу. Нет, не мое. Самое И вот так важное вот выписал. для тех зрителей, кто будет смотреть, на YouTube они должны понимать, что первые полгода ты будешь страдать. Ты будешь просто молить о том, чтобы ты захотел это закончить. Почему? Потому что первые полгода самые сложные, потому что ты будешь не видеть результата от слова вообще. 100 просмотров на дорогущем видео с шикарным Ну вот видео. смотри, у нас есть англ-канал. Мы туда вбухали там просто космические бабки. И только сейчас, спустя там полгода, у нас начинаются хотя бы там 1000 просмотров на видео. Мы столько там экспериментов провели, столько неудачных решений мы там сделали, и только сейчас оно начало работать. Полгода прошло, мы вбухали там, больше 30-40 тысяч долларов инвестиций. Но оно сейчас начинает работать, потому что мы понимаем, зачем мы хотим это делать и для чего это нужно нам, и потом там, что мы можем этим изменить в мире. И вы докрутили формат уже какой-то, который работает. Да. Ну, там просто есть некоторые механики. Кстати, один лайфхак. Если вы хотите делать длинный контент с AI, не вздумайте этого делать, потому что AI, YouTube пессимизирует AI-контент. Когда вот voice-over ты AI делаешь, например. Ну да. То есть там через какой-то Хейген там. хейген гоняешь, он тебя пессимизирует. То есть Ну, диктор то есть нужен. Если вы там делаете креативы в рамках вертикального контента ТикТока, YouTube Shorts, Instagram Reels, это еще норм. Но когда ты делаешь большое видео, больше там 5 минут, там 10 и так далее, люди не будут смотреть, потому что ты для них не трушный. Ага. Ты искусственный, ты робот, и их это не цепляет. Людей цепляет живая энергия, живые глаза, Мимика, которая есть. мимика, улыбка, вот эти вещи. То есть какой-то вот момент, за который они могут зацепиться. Но если ты там фигачишь вот этот AI-хейген, который вообще в моменте заполонил всех и всех задолбал, короче, YouTube начал это Не, это пессимизировать. шляпа. Ну, потому что, чтобы ты понимал, у нас было, я же делюсь тоже инсайтом, у нас было на английском подкасте с переводом удержание 7%. Или С переводом 3%. автоматическим? Да, или 3%. Ну, короче, очень плохой результат. Это беда прям. Да, и мы вот поняли, что это прям неудачная история, мы начали переделывать, мы не удаляли канал, мы начали просто поверх этого канала заново уже пушить оригинальный контент. И мы сейчас будем очень долго эту историю сейчас разгонять. Из-за того, что AI был в начале. Да, Не делайте AI интервью. да, это как бы вот мой совет. Тоже есть кейсы, есть такой чувак, Крейг Кэмпбелл, известный SEOшник, мы на Affiliate World его в Дубае здесь сняли. Феноменально сложный английский, он шотландец. Шотландец со сложной мимикой. Но мы отснялись нормально, я-то понимаю, что он говорит. Продюсеры с чуваком, который озвучил, они там чуть не умерли. Там был сложный английский, короче, мы задолбались. Ну, задублировали звук. Задублировали. Это Я правильно. 5 правок внес. Короче, так хорошо перевели. Канал 6 тысяч подписчиков, у меня это канал агентства, короче. У меня есть еще один канал, где я про SEO рассказываю. 17 тысяч просмотров на таком канале. Тоже сделали качественно. Да. И еще другой контрпример. Есть такой чувак, про мемкоин он рассказывает, Мурат, криптолегенда. Вот. Я знаю, это который на Сингапуре выступал. Да. И ты слышал его видео с AI, которое сверху на русском? Я не сразу понял, что это AI, думаю. Так что суперцикл мемкоинов – это не просто прогноз на будущее. Это уже происходит. Если вы посмотрите на результаты с начала года по всем основным категориям криптовалют. Думал, либо синхронный перевод чистейший, да, либо, я думаю, что это синхронный Они перевод. сейчас догоняют эти Да, вещи. то есть, там шероховатости прям видны. Ну, это да. очень тонко, потому что еще вопрос алгоритмов. Да, и там еще очень крутой контент, поэтому тебе пофигу на перевод, быстрее У посмотреть. меня есть еще одна идея относительно того, как начать канал и чтобы он продолжал. У тебя есть два пути. Вообще у любого человека есть два пути в рамках YouTube. Ты либо делаешь сразу дофига контента, там 3 раза в неделю, стабильно там 3 месяца, чтобы увидеть результат. Либо ты делаешь там 2 ролика в месяц, но они должны быть настолько просто пушечными, чтобы ты мог держать как бы внимание, чтобы люди его смотрели, пересматривали. Что лучше?
Что вероятнее выстрелит? Вот тут я не могу тебе сказать сразу. Зависит от ниши, зависит от идеи, зависит от сложности контента, упаковки. Ну, допустим, есть чуваки симрейсеры. Есть такой чувак Фуса Рейсинг. У него есть 2 ролика на ютубе всего. Он просто начал, типа, снимать, знаешь, как в Формуле 1, но с симулятора Гран Туризмо 7. Он сам гоняет, кучу контента снял, и он выпустил всего 2 фильма. Но я эти фильмы каждый пересмотрел по 3 раза. Потому что это настолько круто сценарно, круто, типа, смонтировано, снято. Он отдельно красил эти видео. Он отдельно их озвучивал. То есть он просто передал свой опыт пилота гонок GT3 RS, но он гонял в симуляторе. Я тебе скину, ты посмотришь. Это очень круто. И у него есть... Поэтому он до сих пор сеется на новую аудиторию. Да, и у него есть, типа, там, 2 видео. Там, одно видео называется «Токийский драфт», а второе видео, типа, неуловимое. И одно видео он рассказывает про то, типа, как они гоняли в Японии, когда там ты бампишь одну машину к другой. А другое видео он рассказывал, как он ездил на бешеной Toyota Supra 90, и что, типа, из-за одной ошибки, которую он допустил, он выиграл гонку. Прикольно. Ну, я тебе сейчас куплю. Видишь, ты с каким вдохновением даже это рассказываешь. Ну, потому что это очень круто. Я очень люблю такие каналы, как Зарубин. Это наши ребята, которые продвигают российскую дрифт-серию. Знаешь, Аркадий Цареградцев, Георгий Чевчан. Я не сильно интересуюсь прям. Это наши русские пилоты, чемпионы дрифта в разных странах и в России. И те тоже делают, да? Да, и Зарубин тоже делает очень крутые фильмы. Крайне редко выпускает, но, блин, я каждый раз смотрю, как будто я вот открыл новую книгу. То есть, если ты делаешь, ну, в моем понимании, если ты делаешь регулярный контент, типа там выпуски «Говорящей головы», стоит, наверное, чаще их делать. Лучше чаще, если там ты не сильно... Да, но если ты делаешь какие-то технически сложные фильмы, продуманные, то лучше уж продумай их до конца и сделай, выпускай там раз в месяц. Тогда будет эффект. Но не перемудрите. У нас фильм про Аргентину мы сняли, может, ты видел, 2-я там такая документалка. Мы перемудрили, там было 5 гостей, 5 подкастов внутри, съемки с дрона внутри. И кое-где были, вот, ну, на английском я общался. Перебор, да. Перебор было затянуто, voice-over нормальный был, но медленно надо было ускорять. В общем, тоже не перемудрите. А ты видел это видео? По-любому. Оно всем попадается. Оживляем мертвый пруд, где они, типа, пруд оживляют. Да. Словил это, да? Это у них всего 3 видео на канале за 3 года, и там, по-моему, какие-то 50 миллионов подписчиков. Я вспомнил о чем ты, да. Ну, блин, ну, это же думаешь, природа. Ты же круто. На даче видел такие пруды когда-то в детстве, они зеленые. А тут ты смотришь, нифига себе, они сделали озеро из него, да, крутое. Не поверишь, но у меня на телефоне нету Ютуба, Инстаграма и ТикТока. Тебя там забанили? Нет, я специально удалил все эти приложения. По 2 причинам. Я в один момент начал думскроллить очень сильно. Да? Очень сильно. И ты ложишься в кровать, и ты просто вот так вот. Ты начинаешь зомбироваться очень сильно. И для того, чтобы держать фокус внимания, я удалил вообще все социальные сети, кроме Telegram. Я из-за загруза сейчас инсту захожу там чисто, чтобы просто что-то отметиться там, да. Я не люблю инсту, потому что это фабрика тщеславия. Все лучшие моменты жизни выкладываются туда, и там все неживые в основном, ну, мое мнение. Если у тебя что-то есть пиздатое в жизни, ты выкладываешь в Инстаграм. Вот, ну, как бы, некоторые это выкладывают раз в год, потому что у них пиздатый момент, ну, для кого-то это повод запечатлять эти моменты. Ну, я запечатлел для себя в альбом. Я настолько отвык снимать контент. Я, ну, много работаю, я отвык снимать, типа, жизнь. Но я вот сейчас промотал жизнь за полгода и думаю, офигеть, я прожил там не за полгода, как 2. Прикольно, да. И для меня это прям, ну, момент, что, типа, надо как будто чаще запечатлять моменты жизни для себя. Ну, я в галерее на диске сохраняю там для себя. Ну, инстана, окей. Просто мне не нравится там очень я не люблю Инстаграм. Искусственное. Для меня он я телегу непонятен. себе оставил. Телега, она более трушная. Ну, смотри, мы с тобой поговорили про то, что начать снимать, там, ну, там, либо там 2-3 видео в неделю, либо 2 мощных в месяц. А что еще людей останавливает? Опять же, написание сценариев, наверное, техническая составляющая. Банальный страх. Аппаратура. Банальный страх. Ну, типа, ой, мне надо написать сценарий, я на него посмотрел, он недостаточно хорош, ой, у меня нет профессиональной камеры за 500 000 рублей, у меня нету там опять петличек, там еще чего-то, ой, вот эти вот там десятки, ой, отговорок от того, чтобы начать делать, ну, отделяют тебя, ну, как бы от начала до забег. Мало того, что, типа, ты не начинаешь, ты отсрачиваешь это начало еще больше, теряешь время, пока другие чуваки, снимая, блин, на какую-то там на калькулятор, на калькулятор, там, не знаю, на Samsung
Да, на древний, камеру домофона они на может, снимают iPhone даже, да. и так далее. Вот этого телефона достаточно. Вот да, ты, у тебя профессиональная продюсерская команда. Чего достаточно для съемок на YouTube? Вот, смотри, вот я с этого телефона, конкретно с вот этого. У нас есть еще один проект. Мы для нашего второго проекта на вот этот телефон я снял ролик, который нам принес в компанию очень много денег. С вот этого телефона. Потому что в Дубае нельзя снимать на камеру без разрешения. Вот с этого телефона я снял кучу контента, с которого заработала там наша 15-16 компания. iPhone, я не Это шарю. 14-й. 14 iPhone, окей. 14 Pro. Не самая дорогая вещь в мире. Что по звуку? Обычные петлички DJI, вот как у тебя Вот висят. здесь у нас висят такие второй серии Да, блатные, да, но ну, есть первые, на есть которые первые, я они снимаю, подешевле. да. Конец. Ну и желательно какой-нибудь там В конце срез за 100 концов, долларов. да, в всё. конце концов, если нет денег, возьмите в аренду. В аренду, там, камера People, очень крутые ребята. Я когда занимался фото-видеосъемкой, я к ним просто постоянно приезжал. Очень крутой сервис. Потом Delight Rent Studio в Москве, очень крутые ребята. Потом в Питере очень много рентов. Если ты хочешь экспериментировать, приезжай, заплати там 3000 рублей. Ну да, там просто заморочь, что вот такими камерами уметь надо пользоваться, но Да, если iPhone, ну, петличка, блин, нет денег на свет. вопрос- Но сними ты днем, когда дневной свет красивый, Да, мягкий, да. ну конечно, но вопрос твоего внимания. Фишка в том, что у тебя получается там, где у тебя есть твое внимание. Если ты там до конца не сконцентрирован на том, что ты хочешь там достичь какого-то успеха в инфополе, значит тебе это не нужно настолько, насколько ты этого хочешь. Вот все, что я могу сказать. Вот я для себя понял, там, да, вот смотря на Никиту, наш проект, мы там топили для того, чтобы раскачать там бренд хедлайнеров, для того, чтобы Никита там достиг своих целей. Но у меня не было цели быть медийным. Ты вообще в тени канала такой. Да, я серый как дело, меня вообще никто не знает. Я Там знаю, у главное. меня есть там 5 выпусков на канале, и то ребят спрашивают, кто это. Знали бы вы, кто это? Да, человек, да. И как бы сейчас вот у меня есть такой запрос. Типа как-то вот выходить в медиа. И я вот сейчас так же, как вот вам рассказал, я сейчас также буду садиться и думать, как мне это сделать, чтобы это было интересно. Ты знаешь, на какой канал всегда можно прийти и рассказать полноценный подкаст? Договорились. И давай такие, знаешь, 3-4 совета ребятам, которые начинают свой путь на Ютубе, либо в любом вертикальном формате. Делать, пробовать делать, несмотря ни на что. Выкладывайте, даже если это выглядит вам кажется Если очень. даже это херово, ты выпустишь, поймешь, что это херово, переделаешь. Но ты это сделаешь. То есть тебе важно здесь делать, потому что YouTube, история — это марафон длиною минимум в 3 месяца. Второе, Минимум. постоянно учиться смотреть других, смотреть референсы, очень много пытаться перенять, но не в плане, чтобы стыбзить, а в плане, чтобы найти какую-то идею, которую ты применишь к себе и докрутишь. Форматы То есть монтажа, это воруй, перебивки это там, принцип воруй как художник. То есть типа Да, это Мы постоянно очень крутой обложку инструмент. воруем. Да, это Ну, как прости воруем? матом скажу, Пиздец. но пиздить в Ютубе нормально. Да. Воровать контент хуево, а пиздить идеи — это нормально. Да. Мы смотрим динамику конкурентов, какие перебивки, какие планы, Ну, как то есть у снимают, нас есть как чувак- обложки. У нас есть чувак Эмиль Панахов, который начал делать подкасты. Да, вот я Этого знаю. парня я консультировал на моменте старта канала. То есть, Ага. типа, я помогал ему запускаться. Вместе там с его продюсером Сашей Панасюком. И сейчас там был момент, когда Никита скидывает нам в чат, в рабочий, в хедлайнеров, и пишет, говорит, смотрите, как у Эмиля круто сделана упаковка, почему у нас не так. Понял, да? А у нас как бы своя дорога была. А ребята сделали то так, что цепануло Никитоса, например. Посмотрели где-то в другом месте, упаковали по-другому, Да, где вы то не есть и посмотрели. это нормально. То есть, типа, конкурент, ну, типа, на Ютубе конкурент не твой враг, если ты там не занимаешься арбитражом трафика. Но, как бы, люди, которые там с тобой в подписке, они конкуренты, но ты можешь у них перекидывать какие-то идеи. Что еще? Я сказал про не бояться и про то, чтобы надо делать. Да. Я сказал про то, чтобы учиться. Я, наверное, сейчас хочу сказать про то, чтобы вы не стеснялись себя на камере, не боялись своего голоса и отражения, потому что это такое же ремесло, которому можно научиться. Я 8 лет стоял за камерой, как вот наши сейчас операторы стоят, и только там последние несколько лет начал сам иногда выходить. Я когда записал первый свой обзор Как ощущение? выпуска, вот Umbrella Meetup был в Москве у ребят, и Никита говорит, блин, съезди, типа, за репортажку сними. Я записывал начало 15 раз. Я 15 раз перезаписывал начало, но у меня прям была дрожь в глазах, типа, в голосе. Разговориться надо. Да. Но если бы я не сделал вот этого первого шага, я бы не смог так уверенно себя чувствовать на камере, как сейчас. И поэтому здесь только про то, чтобы пробовать, не бояться себя, раскрепощать себя, пытаться, то есть... Не бояться... и, наверное, в завершение скажу, не бояться писать другим ребятам, кто вас умнее и старше. 100%. То есть у нас есть такой прикол, не как прикол, момент, что Никита однажды сказал, типа, если вы запускаете канал, я к вам приду гостем вас поддержать. К нам пришел парень 15 лет.
Слышал, что-то... Пацан 15 лет взял у Никитоса подкаст. 15-летнему чуваку он сделал свой подкаст, он пришел с трекшеном 8 выпусков. Прикинь? Да. Я когда, я смотрю, я такой, я в 15 лет Я бы вряд ли только тоже начинал стал блогером. съемки делать, от чувака свой канал. Свой подкаст такими вот, как мой партнер Потому что Никита. люди думают, что Никита там, например, звезда, и там Да, даже не а ответит. мы, он мы ответил, такие же люди. Мы такие же люди. Да, мы иногда можем не ответить из-за большого фида подписок, но до нас можно достучаться, попросить о какой-то помощи, если вы там, как-то поясните свою ситуацию, мы всегда, то есть я столько людей знаю здесь в рынке там инфлюенсеров, по крайней мере в крипте, это люди, которые всегда поддерживают друг друга в любой ситуации. Ответят, подскажут. Да, не может... Поэтому не день в бойтесь, день, да. не бойтесь обращаться к коллегам по цеху с вопросом типа а как, а что, а почему, вот я новенький. Если даже вас кто-то откажет, не думайте, что все такие. Вот, наверное, я на этом хочу Не отвечают, напишите еще раз, потому что просто бывают люди заняты, да. И, делайте коллабы какие-то, да, скажите, хочешь вместе сделаем, да? Да, да, Могу 100%. поддержать, у тебя такой ролик вышел, поддержи вперед его, поддержи, да, у тебя может Это про небольшой обмен бизнес, да. ценностями, это 100%. Да. Скажи, мне так ролики твои нравятся, давай я тебя поддержу. Я репощу ролики без каких-либо денег, если мне нравится. Спокойно. Поэтому, ребят, не бойтесь. Оборудования никакого сильно много не надо. Подумайте, зачем вам это. И степ-бай-степ по 2-3 видео в неделю. Это тяжело, это тяжелый труд на самом деле, да. Вот, плюс там монтажера наймите. Не монтируйте сами, наймите монтажера. Это просто боль, если еще монтировать самому. Вот. Монтажер, iPhone, петлички DJI, свет, идея, блеск в глазах и поехали. Правильно? Да будет так. Спасибо большое тебе. Спасибо тебе. И за подкаст, и за помощь с моим каналом. Друзья, вот так у нас прошла конференция Blockchain Live. Провели ее с пользой для вас. Позвали в медиазону крутых гостей. Сняли небольшие подкастики, интервью, в которых, я считаю, было максимально польза. А вы подписывайтесь на этот канал и на наш новый канал Профит Шестакова про крипту. Все криптовые инфлюенсеры, криптовые эксперты будут на новом канале. До новых встреч. Увидимся на наших каналах.